Представьте себе ситуацию. Подающий надежды ученый выдвигает смелую, по-настоящему революционную идею, которая, однако, вступает в противоречие с учением авторитетного древнегреческого натурфилософа. На протяжении 2000 лет греческое учение считалось неоспоримым, а тут приходит никому неизвестный математик и бросает вызов устоявшимся традициям. Реакция научного сообщества предсказуема. Новую идею не принимают и критикуют. Ее автора высмеивают, и в итоге он умирает непризнанным гением. Звучит знакомо, да? Вот только речь идет не о Копернике, Галилее или Кеплере. Сегодня мы поговорим о русском математике, которого сейчас уважают и ценят во всем мире, но которого при жизни не понял никто, и свои последние годы он встретил в нищете, оставленный и забытый всеми. Сегодня мы поговорим об одном из самых ярких математиков XIX века. Мы поговорим о Николае Ивановиче Лобачевском. Человек удивительной судьбы, в которой взлеты и достижения самым тесным образом переплелись с падениями и несчастьями. Это человек, который открыто отстаивал идеи, многими считавшимися абсурдом. И пока великие европейские умы прятали подобные работы в стол, он до самого последнего дня настаивал на своем. В итоге время расставило все на места, и сейчас имя Лобачевского заслуженно вписано в историю геометрии. Но путь к этой славе был тернист, и тогда эти взгляды стоили ему всего. Сегодня мы пройдем по его пути и увидим, как протекала борьба за новое математическое учение, что происходило вокруг и какие жизненные препятствия пришлось преодолеть нашему герою. Что ж, меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас очень неевклидовая история. Подобно реке, жизнь течет в излучистых берегах. То разливается в лугах радости, то обмывает крутые утесы горестных размышлений. И ничто так не стесняет всего потока, как невежество. Мертвою, прямою дорогой провожает оно жизнь от колыбели к могиле. У любой реки есть свои истоки. Точно так же у любой истории есть свое начало. И рассказ о жизни Николая Ивановича Лобачевского берет точку отчета в 1792 году. Но буквально с порога нас встречает несколько загадок и неотвеченных вопросов, с которыми историки разбираются до сих пор. Долгие годы оставалась под вопросом дата рождения нашего сегодняшнего героя. Невыясненным оставалось и точное место, где он появился на свет. Одно время считалось, что Лобачевский родился 22 октября 1793 года в городе Макарьев, нынешней Костромской области. Но в итоге поиски места рождения Николая Ивановича приведут нас в Нижний Новгород. В метрической книге Алексеевской церкви Нижнего Новгорода за 1792 год была обнаружена следующая запись. О детях, родившихся в ноябре. Рожден 20-го, крещен 25-го дня Нижегородского наместнического правления у регистратора Ивана Максимовича сын Николай. Фамилия здесь не указана, но позже этот самый регистратор Иван Максимович не раз фигурирует в документах как раз под фамилией Лобачевский. Так что у историков нет сомнений, что эта запись относится именно к нашему герою. И по новому времени днем рождения великого математика можно считать 1 декабря 1792 года. О семье Лобачевских и о первых годах жизни будущего ученого нам известно очень немного. Отец Иван Максимович был простых кровей и работал мелким чиновником, вероятнее всего уездным землемером. Мать Прасковья Александровна, по одной из версий, происходила из обедневшего дворянского рода Вышеславцевых, но стопроцентной уверенности в этом нет. Семья жила небогато и растила 3 детей – старшего Александра, среднего Николая, нашего героя, и младшего Алексея.
Как проходили первые годы жизни маленького Коли, нам неизвестно, но в 1797 году, когда ему было 5 лет, отец умер, и семья осталась без денег. На некоторое время исторический след семьи Лобачевских теряется, и через 5 лет мы обнаруживаем их уже в Казани. Такой жирный черный пробел в биографии великого ученого, конечно же, многим не дает покоя. И совсем недавно, в 90-х годах 20 века, появилась новая версия. Оказывается, Лобачевский вообще никакой не Лобачевский. Все 3 детей Прасковьи Александровны якобы были незаконно рожденными сыновьями другого нижегородского землемера, более предприимчивого и богатого Сергея Степановича Шибаршина. Эта версия была изложена математиком Дмитрием Гудковым, и, согласно его книге, изданной в 1992 году, брак Лобачевских был очень несчастным. Всего через год после свадьбы Прасковья ушла от мужа без официального развода и стала жить в гражданском браке с Шибаршиным, от которого и родила всех 3 детей. Но формально их все равно пришлось записать как Лобачевских, ведь официальный развод был вещью недопустимой. В качестве неопровержимого доказательства такой версии Гудков приводит тот факт, что супруги Лобачевские больше никогда не исповедовались вместе. Хотя позже все-таки исповедовались, но уже без участия детей. Помимо этого, Гудков отмечает подозрительные финансовые махинации Шибаршина с векселями и домовладениями, из которых жена Лобачевского через 3-х лиц извлекла пользу, и это якобы должно подтверждать их любовную связь. Ну и самое точное и прямое доказательство – это то, что Николай Лобачевский, уже будучи взрослым мужчиной, не любил разговаривать о своем отце. Примерно такие аргументы приводит Гудков. В целом, в этом сценарии, конечно, нет ничего невозможного, но считать такие доказательства достоверными и убедительными, если честно, язык не поворачивается. Могло ли все случиться именно так? Могло. Можем ли мы утверждать, что так все и было наверняка, и в этом нет никаких сомнений? Едва ли. Достоверно известные нам факты говорят о том, что в 1797 году умерли и отец Лобачевский, и Шибаршин, и что не позднее ноября 1802 года Прасковья Александровна перевезла детей в Казань. Но не в поисках более комфортной жизни, нет. Она повезла их учиться. Казань – место встречи 2 миров – западного и восточного. От Москвы и до самого Тихоокеанского побережья империи это был один из главных культурных и торговых центров. По-настоящему многокультурный город, где запросто можно встретить православную церковь, а буквально через дорогу будет стоять мечеть. Но что касается учебных заведений, то до середины 18 века образование в Казани можно было получить разве что духовное. В основном это были семинарии, главной целью которых было распространение православия. Но в середине столетия ситуация изменилась. В Казани было основано общеобразовательное учреждение нового и более высокого типа, и связано это было с постепенным развитием светского образования в Российской империи. В 1755 году Михаилом Ломоносовым и Иваном Шуваловым был создан Московский университет, а при нем 2 гимназии для подготовки будущих студентов. И вот спустя 4 года для размножения наук в стране была основана первая гимназия за пределами Петербурга и Москвы – Казанская гимназия. В ней могли учиться и дворяне, и разночинцы, то есть люди неопределенных сословий. Учили в ней 4 года и делали из полностью безграмотных детей юношей, как минимум умеющих читать, писать и грамотно говорить,
а иногда получалось развить некоторые разумения в арифметике, музыке, латинском и немецком языках. Как выражались современники, это делало питомцев, хотя в науках не искусными, однако же доставляло людскость в некоторое обращение. Однако первые 15 лет с момента открытия гимназия испытывала острый недостаток средств и дефицит подготовленных учителей. А с началом восстания Пугачева гимназия и вовсе пришла в упадок, была изъята из ведения Московского университета и через пару лет закрылась. В 1798 году по ходатайству казанского генерал-губернатора гимназия была восстановлена и на этом самом месте открыта вновь. На этот раз к вопросу подошли куда серьезнее, и вместо того, чтобы просто подтянуть общий уровень образования в регионе, учреждение занималось подготовкой людей к службе, гражданской и военной. В обновленной гимназии, которая теперь называлась Императорской, помимо арифметики появились такие предметы, как геометрия, тригонометрия, механика, физика и химия. Добавились узкоспециальные предметы, например, землеведение, архитектура, юридическое право, артиллерия, фортификация и тактика. Конечно же, были наняты и новые преподаватели. То есть, как видите, это уже совершенно другой уровень подготовки специалистов, но все равно оставались кое-какие проблемы. Такая расширенная учебная программа все еще выдавалась за 4 года, поэтому нагрузка на гимназистов была зашкаливающая. Очень часто ученики просто не справлялись с таким количеством предметов и могли оставаться в одном классе по 2-3 года. Помимо этого, люди, прошедшие обучение в гимназии, вспоминали о строжайшей дисциплине и прямо-таки спартанских условиях. Особенно это касалось тех, кто учился на казенный кошт, то есть за счет государства, а значит, буквально жил в стенах гимназии. Например, писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, обучавшийся в гимназии как раз в то время, в «Семейной хронике» вспоминал об этих годах, скажем так, без ностальгии. Вставание по звонку задолго до света при потухших и потухающих сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью. Холод в комнатах, отчего вставать было еще неприятнее. Далее ходьба фрунтом на молитву к завтраку и обеду. По распоряжению гимназического начальства никто из воспитанников не мог иметь у себя ни своих вещей, ни денег. Деньги, если и были, то хранились у комнатных надзирателей и употреблялись с разрешения главного надзирателя. Покупка съестного лакомства строго запрещалась. Конечно, были злоупотребления, но под большой тайной. В числе других строгостей было постановление, чтобы переписка воспитанников с родителями или родственниками производилась через надзирателей. То есть каждый ученик должен был отдавать комнатному надзирателю незапечатанное письмо, и он имел право прочесть письмо, если воспитанник не пользовался его доверием. Строевая ходьба под контролем надзирателей. Извините, а это точно школа? В общем, жизнь гимназистов была далеко не сахаром, и огромную роль в формировании этой атмосферы сыграл директор гимназии Илья Федорович Яковкин. Его руководство отличалось чрезвычайной авторитарностью, и от произвола, установившегося при Яковкине, страдали как ученики, так и преподаватели. По сути, в гимназии был установлен настоящий казарменный режим, и в какой-то момент это привело к открытому протесту со стороны старших классов. Возмущение было подавлено с привлечением полиции и солдат, и в результате зачинщики недовольства были исключены, остальные получили строжайшие выговоры, и желание бунтовать как-то пропало. И вот в конце 1802 года мы обнаруживаем здесь нашего героя Николая Лобачевского и двух его братьев. Прасковье Александровне удалось устроить сыновей в гимназию на казенное содержание, и всех троих зачислили одновременно 17 ноября. Как именно ей это удалось и где братья Лобачевские готовились ко вступительным экзаменам, опять же неизвестно, что, в свою очередь, вновь порождает простор для спекуляций и чуть ли не конспирологии. Но с этого момента судьба 9-летнего Коли Лобачевского становится для нас куда более прозрачной.
Само собой, тяготы непростой ученической жизни не обошли его стороной, но в целом учителя характеризуют гимназиста Колю как весьма послушного и спокойного. Нам известен лишь один эпизод, когда кто-то из учителей выразил недовольство его поведением словами «Ты, Лобачевский, станешь разбойником». Но на тот момент это скорее было исключением из правил. Пока что в ведомостях о питомцах, показующих прилежание, о Николае Лобачевском мы видим лишь такие записи. В поведении благонравен, учится хорошо, прилежен. И учился гимназист Коля действительно хорошо. Вместе со своими братьями Лобачевский успешно прошел 4-летнюю программу без единого отставания и к концу учебы уже мог читать произведения на французском, немецком и латинском языках, в том числе и научные произведения. Уже тогда у него проявился интерес к математике, и в первую очередь это было связано с его учителем Григорием Ивановичем Карташевским. Это был замечательный педагог, редкий пример тех лет, когда учитель в гимназии занимался настоящей научной деятельностью, а не просто вдалбливал учебную программу в голову недорослей, не особо заботясь о результате. Карташевский изучал передовые математические труды, в том числе и иностранные, но помимо этого он писал и свой собственный курс чистой математики и старался привить своим воспитанникам искреннюю любовь к предмету. В общем, математическое образование в Казанской гимназии было поставлено на уровень, сопоставимый с некоторыми университетами. Так что к 14 годам Николай Иванович Лобачевский владел предметом настолько, что и сегодняшнему старшекласснику было бы непросто с ним потягаться. Таким образом, в январе 1807-го, спустя 4 с лишним года, Николай и двое его братьев успешно завершили обучение. Стал вопрос, что делать дальше? Устраиваться на службу или поступать в университет и становиться студентом? К большой удаче Лобачевского, пока он учился в гимназии, в этом же самом здании был учрежден Первый Казанский университет. Один из старейших российских университетов, который и сейчас является главным вузом города и находится по адресу Кремлевская улица, 18. Ноября 1804 года по старому стилю императором Александром I были подписаны устав и утвердительная грамота, что считается днем основания Казанского университета. И через год учебное заведение открыло свои двери для студентов. Но вот задача, а где взять этих самых студентов? Первый набор решили укомплектовать из выпускников гимназии, и от лица Совета университета родителям учеников было разослано предложение оставить или вновь отдать сыновей, дабы поместить их в университет в качестве казенокоштных студентов. То есть образование было бесплатным, но с обязательством. По завершении учебы каждому выпускнику нужно будет отработать 6 лет в качестве преподавателя там, где скажет министерство. Подобное предложение насчет 3 сыновей поступило и Прасковье Лобачевской, и ее ответ директору Яковкину дошел до наших дней. Милостивый государь Илья Федорович, 2 письма из Совета гимназии от имени вашего имела честь получить. Извините меня, что я по причине болезни долго не отвечала. Вы изволите писать, чтоб я уведомила вас о своем намерении, желаю ли я, чтобы дети мои, Александр, Алексей и Николай, остались казенными, с тем, дабы, окончив ученические и студенческие курсы, быть 6 лет учителями. Я охотно соглашаюсь на оное и желаю детям как можно прилагать свои старания за величайшую государя милость, особливо для нас, бедных. Остаться честь имею с должным моим к вам почтением. Покорная ваша слуга Прасковья Лобачевская.
И таким вот образом в феврале 1807 года трое братьев Лобачевских сразу по окончании гимназии становятся студентами. Правда, через 5 месяцев случилось несчастье. Во время купания в реке Казанка утонул старший брат Александр, и Николай вместе с Алексеем продолжили учиться вдвоем. Первые годы существования университета оказались непростыми. Вот так сразу укомплектовать 4 кафедры квалифицированными профессорами – задача практически невыполнимая. Поэтому новых преподавателей также пришлось брать из числа учителей гимназий, а в некоторых случаях даже из учеников. То, что поначалу предлагал физико-математический факультет, для 14-летнего Николая Лобачевского было уже пройденным этапом, и дабы не входить дважды в одну и ту же реку, он на полном серьезе решил пойти на медицинский факультет. Можно без лишних преувеличений сказать, что математическая наука едва не лишилась одного из самых ярких светил начала XIX века. Ситуация изменилась благодаря Степану Яковлевичу Румовскому, математику и астроному, некогда ученику великого Леонарда Эйлера. В тот момент Румовский занимал должность попечителя Казанского учебного округа и всерьез занялся делами университета, в частности, устройством физико-математического факультета. Он решил, что в ситуации острого дефицита квалифицированных преподавателей нет варианта лучше, чем пригласить известных профессоров из-за границы. Практика была не новая, и хоть это далеко не всегда заканчивалось хорошо, так все еще поступали. К тому же на дворе 1807 год, в Европе неспокойно. По западным странам прокатилась волна наполеоновских войн, и ученым, которые не хотели связывать себя с военным делом, зачастую просто негде было применять свои знания. Они оставались без работы, а следовательно и без средств. Так что приглашение поработать профессорами в Российской империи они принимали с радостью, даже если это подразумевало работу в провинции. Среди первых таких приглашенных ученых был, например, австрийский астроном Йозеф Иоганн Литров, который к тому моменту занимал ни много ни мало кафедру астрономии и высшей математики в Краковском университете. Помимо него был приглашен немецкий преподаватель физики Франц Ксавьер Броннер. Человек удивительной судьбы, по слухам, член масонской ложи и ордена иллюминатов, но по факту человек, преподававший физику в швейцарской деревне Арау, которая по удивительному совпадению через 100 лет станет местом учебы молодого Альберта Эйнштейна. Однако самым ярким преподавателем в истории Николая Лобачевского был, конечно же, немец Мартин Бартельс. Иоганн Христиан Мартин Бартельс, немецкий математик, родившийся в 1769 году и получивший образование в Хельмштеде и Геттингене. Он не был выдающимся ученым или автором гениальных теорий, его истинным призванием было преподавание. Он обладал редким педагогическим даром и по-настоящему умел пробуждать интерес к математической науке. По удивительному совпадению, он был учителем еще одного выдающегося математика, важного для этой истории – Фридриха Гаусса. Но об этом речь пойдет позже. Так вот, Румовский пригласил Бартельса на должность профессора в Казанский университет. И хоть и не сразу, тот согласился и в 1808 году прибыл в Казань. Здесь он проведет 12 лет и будет преподавать теорию чисел, тригонометрию, дифференциальное исчисление, аналитическую геометрию и механику. За это время Бартельсу удалось заложить фундамент Казанской математической школы, которая очень быстро выйдет далеко за рамки его собственной программы. И одним из его самых заметных учеников был Николай Лобачевский. Среди студентов Бартельс особенно выделял нашего героя и отмечал, что тот без проблем может решать даже самые запутанные математические задачи, которые и он сам, учитель, решает со шпаргалками. Не хочу прозвучать банально, но это тот самый случай, когда ученик превзошел своего учителя. Ведь, как я уже сказал, главным талантом немецкого профессора было преподавание. Он смог дать своим ученикам правильный импульс к собственным исследованиям, сделать толчок в нужную сторону, и дальше те сами найдут свой путь в дебрях познания.
Несомненно, Мартин Бартельс сыграл решающую роль в становлении научного характера Лобачевского, и по учебе он продвигался с большими успехами на протяжении всех 4 курсов. Но раз уж мы заговорили о характере, то здесь стоит упомянуть и о другой стороне жизни нашего героя в эти годы. После 4 лет суровой муштровки в гимназии настал период более свободной и расслабленной студенческой жизни. И в таких условиях вскипевшая молодая кровь привела к некоторым, скажем так, проблемам. Тут нет смысла ходить вокруг да около или пытаться сгладить углы, так что озвучу как есть. Пока Лобачевский поражал одних преподавателей своими математическими талантами, других он поражал своим ужасным поведением. В журнале, в который вносились проступки студентов, Николай Лобачевский был отмечен аж 33 раза. И к последнему курсу наш герой занимал лидирующую позицию по плохому поведению среди всех студентов. Кое-где шалости были невинными, кое-где вполне серьезными. Например, на 1 курсе Николай вместе с другом взорвали во дворе пиротехническую ракету. И что самое неприятное, наказали за это всех, кто попал под руку. Чтобы не быть голословными, давайте обратимся к рапорту Яковкина касаемо этого инцидента. В 9 часу вечера на дворе была пущена ракета, разорвавшаяся с большим шумом и упавшая за прачечной. На шум сей немедленно выбежал я и удостоверился, как пустившие оную побежали в студенческие комнаты. Я вошел в них и нашел многих еще не спящими, занимавшихся своими делами. Я расспрашивал о виноватом, но при всех моих усилиях оного открыть не смог. Посему всем, кто не спал, приказал вместо обеда поставить миску с водой, дабы через то принудить открыть виноватого. То есть, если вы не хотите выдать виновника, значит вы все вместо еды на обед получите миску с водой. Получается, что ракету взрывали 2, а наказали всех, кто не спал. Очевидная несправедливость. В общем, через 4 дня такой массовой диеты студент с говорящей в данной ситуации фамилией Стрелков явился к директору с повинной и рассказал, как неудачно пустил ракету. Он сознался, что взрывал он сам, а ракету получил от Лобачевского, который сам же ее и изготовил. Как итог, обоих посадили на 3 дня в карцер на хлеб да на воду, а всем остальным пригрозили, что утаение виновного есть сам по себе проступок и соучастие в оном. Были и случаи, когда Лобачевский, несмотря на запрет отлучаться из университета, все же был замечен за его пределами, и один раз это закончилось настоящим арестом. Николай вместе с младшим братом шли через Болховскую рощу, и тут к ним подошли какие-то господа, назвавшиеся сторожами рощи, и заявили, что тут, видите ли, запрещено гулять. В следующее мгновение неизвестные скрутили Лобачевских в бараний рог и поволокли к полицмейстеру, который без лишних разбирательств распорядился арестовать их. Пришлось Яковкину писать официальное письмо полицмейстеру, мол, студенты были насильно приневолены, ведь они оба брата не только не нанесли никому никакого оскорбления, но даже не учинили никакой неблагопристойности. И вообще запрещения прохаживаться в Болховской роще не было, а старший Лобачевский и вовсе выздоравливает от болезни, и ему рекомендовано от доктора пользоваться свежим воздухом. В общем, кое-как отмазал братьев от полиции, но уже в стенах университета сделал им строгий выговор. Подобных ситуаций было довольно много, и я боюсь утомить вас перечислением всего подряд, но, как видите, проступки зафиксированы подробно, и во многом это заслуга бдительного студента Петра Кондарева. Он носил гордое звание помощник инспектора и следил за поведением и благонадежностью студентов и непременно доносил Яковкину обо всех больших и малых нарушениях, за исключением, разумеется, собственных. Очень быстро он приобрел репутацию стукача и доносчика, а большинство студентов в лучшем случае обходили его стороной, но однажды дело дошло до открытого конфликта.
Группа студентов, среди которых были и братья Лобачевские, приперли его к стенке и пригрозили побоями в случае, если он продолжит стучать Яковкину, а для пущей убедительности разбили ему окно в комнате. Это, разумеется, не возымело действия, и доносы, переполненные обидой на весь мир, посыпались с удвоенной энергией, порой с явными преувеличениями и без особой заботы о правде. В одном из своих рапортов он даже обвинил нашего героя в том, что тот явил признаки безбожия, хотя никто, кроме самого Кондарева, такого за Лобачевским никогда не замечал. И ладно, если бы это были просто жалобы, направленные в пустоту, но Яковкин прислушивался к этим донесениям, и в один момент Лобачевский даже оказался на грани исключения. В 1811 году высочайшим повелением императора студентов, увлеченных в серьезных преступлениях, было предписано исключать и отдавать в солдаты. Конечно же, первой кандидатурой на отчисление в Казанском университете стал самый худой по поведению Николай Лобачевский, к тому моменту учившийся на последнем курсе. Дело вынесли на обсуждение совета, и наш герой, бывший на волосок от солдатской шинели, чудом избежал отчисления благодаря заступничеству иностранных профессоров университета. Бартельс, Литров и особенно Бронер в один голос выступили в защиту студента, подававшего такие большие надежды. Для них в первую очередь были важны научные способности учеников, а не духовно-нравственные качества, нисколько не отражавшие познания в науках. Так, например, Бронер в своем обращении к Казанскому учебному округу писал: «У этих людей на устах всегда слова высокой морали. Но делается это лишь для того, чтобы приводить в жизнь свои личные намерения и губить самостоятельных и способных юношей. Так Яковкин из-за пустяков чуть было не опорочил и не погубил одного из лучших воспитанников университета Николая Лобачевского, побуждения которого заслуживали одной лишь похвалы. Лишь с большим трудом нам удалось его спасти». И действительно спасли. Благодаря такой защите вопрос об исключении был снят, и все обошлось лишь резким выговором от попечителя учебного округа, который повелел объявить Лобачевскому его особое сожаление, что отличные свои способности помрачает несоответствующим поведением. Впредь, если опять будет принесена жалоба, дело дойдет до сведения господина министра просвещения. Коротко о том, как хулиганить так, чтобы на тебя жаловались аж целому министру. Но в целом Лобачевский внял предупреждению, принес покаяние и обещал полное свое исправление. В итоге, в конце 1811 года 19-летний Николай Иванович Лобачевский выдержал выпускной экзамен и постановлением Совета вместе с одним своим сокурсником был возведен в степень магистра. Его брат Алексей был отмечен особыми успехами в химии и по завершении учебы уехал в экспедицию в Сибирь для осмотра горных заводов. Но в итоге жизнь его была мало связана с науками и с университетом. Он будет жить в своем доме в Казани словно затворник, почти ни с кем не будет общаться и в итоге почти не сыграет роли в судьбе своего знаменитого брата. В общем, в атмосфере непростых условий и напряженного труда прошли ранние годы нашего героя. Не на все вопросы сейчас удается найти ответы, но главное мы смогли проследить. Мы увидели, как никому неизвестный ребенок из бедной семьи выбивается наверх через суровые условия гимназии, через бюрократию, через кумовство в конце концов. Студенческие шалости остались в прошлом. Перед нами уже молодой ученый, шагнувший во взрослую жизнь, полную стремительных взлетов и не менее стремительных падений. Конечно же, история запомнила Николая Лобачевского не за шалости и петарды.
В первую очередь мы знаем его как выдающегося геометра, но пока что он был лишь в начале этого пути. Поэтому давайте теперь поговорим о геометрии и о том состоянии этой области науки, в каком ее застал Николай Иванович. Первое по важности имя, которое звучит при разговоре о геометрии, это, конечно же, Евклид Александрийский. Греческий математик, живший в египетской Александрии на рубеже IV и III веков до нашей эры. Евклид был составителем самого полного руководства по геометрии, которое он назвал «Начало», и которое стало настольной книгой всех геометров более чем на 1000 лет. Даже сегодня большая часть школьного курса геометрии во многом опирается на евклидовы начала, вплоть до точного повторения формулировок отдельных теорем. И это говорит скорее не о том, что мы по уровню развития застряли где-то в Древней Греции. Это свидетельствует о том, что Евклид действительно составил великий труд на сотни и тысячи лет вперед. Начало состоят из 13 книг, каждая из которых охватывает различные области математики и в первую очередь геометрии. Первая, например, посвящена учению о треугольниках, теории параллельных линий и заканчивается теоремой Пифагора. Другие книги описывают окружности, многоугольники, вписанные в окружности, теории пропорций, стереометрию, теорию чисел и геометрические теории иррациональных величин. Примечательной чертой работы Евклида является то, что во многом он опирается на логическое учение Аристотеля, и в начале своих книг он приводит ряд постулатов и аксиом, и уже на их основе выводит следствия и доказывает теоремы. Постулаты и аксиомы – это, если что, утверждения, которые настолько наглядны и очевидны, что принимаются за истину без какого-либо доказательства. Тут можно, конечно, удариться в рассуждение о том, в чем же различие между одним и вторым, но в целом вопрос больше риторический, и как таковой разницы нет. И то утверждение, не требующее доказательств. Сейчас, например, аксиомы относят к математике, а постулаты – к физике. Но тогда Евклид провел между ними одному Евклиду понятную грань, и таким образом геометрическая наука получила знаменитые 5 постулатов Евклида. От каждой точки ко всякой другой точке можно провести прямую линию. Каждая ограниченная прямая может быть продолжена неограниченно. Из любого центра можно описать окружность с любым радиусом, и все прямые углы равны между собой. Очень просто и действительно очевидно, но вы, наверное, заметили, что я озвучил лишь 4 постулата. 5-й, самый сложный и не столь наглядный, относится к учению о параллельных линиях, и чтобы разобраться в этом, нам уже предстоит сделать кое-какие построения. Представьте себе 2 прямые, которые пересечены третьей. Такое пересечение образует 8 углов, и между ними есть множество разных геометрических равенств, но нас интересует конкретно одно. Если сумма внутренних односторонних углов равна 180 градусов, то получается, что эти 2 прямые будут параллельны друг другу. Это доказывается за счет нескольких теорем Евклида и в целом не вызывает вопросов, но при построении обратного утверждения начинаются проблемы. Что если сумма 2 этих углов не равна 180 градусам? Тогда, по идее, прямые не параллельны и должны пересекаться, но с доказательством этого утверждения все оказалось сложнее. Привести четкое логическое обоснование у Евклида не получилось, и в итоге ему ничего не оставалось, кроме как принять это утверждение в виде еще одного постулата без доказательства. Если сумма углов не равна 180 градусам, то прямые не параллельны, и при достаточном продолжении они неизбежно пересекутся. Звучит уже не столь очевидно, но в целом вроде бы логично. Это и есть знаменитый 5-й постулат. Краеугольный камень евклидовой геометрии, с которым будет связано очень многое в этой истории. Но пока что оставим детали и взглянем на этот трактат целиком. В целом Евклид заложил фундамент всей геометрии, и далее начинается тысячелетняя история возведения на нем полноценного здания геометрической науки.
Ситуация получилась схожей с историей Клавдия Птолемея и его геоцентрической модели мира, изложенной в Альмагесте. Птолемей создал такое описание астрономии, которое считалось лучшим на протяжении многих веков, пока не пришел Исаак Ньютон и не принес нам классическую механику. Но если Альмагест – это математические тонкости в описании астрономических явлений, то Евклидовы начала – это описание самой математики как таковой, которым и сам Ньютон делает уважительный поклон в пол. Исаак Исаакович в своей работе «Математические начала натуральной философии» уже одним только названием ссылается на Евклида, мол, я сделал настолько же крутой и фундаментальный труд. И действительно, на протяжении 2 тысячелетий начала Евклида считались главным геометрическим трактатом и самой переиздаваемой светской книгой. Математики всего мира писали к нему многочисленные комментарии и всячески улучшали и дорабатывали труд древнего грека, который, если говорить по правде, был далеко не идеален. Комментаторы либо поясняли туманные формулировки, либо приводили более простые доказательства, либо выявляли слабые стороны этого сочинения. Под последними подразумевались порой не очень строгие доказательства Евклида, которые иногда грешили тем, что опять-таки ссылались на наглядность или очевидность. При этом каких-то фундаментальных ошибок за Евклидом не признавалось, и попыток создать новое начало попросту никто не предпринимал. Комментаторы просто критиковали греческого гения в деталях и журили за небрежный местами подход, но, в свою очередь, не предлагали ничего кардинально нового, лишь доработки и улучшения в отдельных местах. И тут мы снова возвращаемся к 5-му постулату, который занимает центральное место в нашей сегодняшней истории. Среди комментаторов начал одной из самых животрепещущих тем стало логическое обоснование 5-го постулата. Попытки его доказать берут свое начало еще в античности, и хоть главной цели они не достигли, эти изыскания значительно углубили представление о евклидовой геометрии. Так, например, греческие мыслители Прокул и Посейдоний, пытаясь разгадать эту загадку, пришли к выводу, что расстояние между параллельными прямыми не меняется, и в каком бы месте мы его ни измерили, оно будет оставаться одинаковым. Один из крупнейших математиков Востока, Насир-ад-Дин ат-Туси, уже в XIII веке нашей эры при попытке своего доказательства вывел, что две прямые, сближающиеся между собой в одном направлении, не могут начать расходиться при продолжении в том же направлении. Они же прямые, а не кривые в конце-то концов. Помимо этого он выяснил, 5-й постулат эквивалентен утверждению, что сумма углов любого треугольника равна 180 градусов. Еще одна важная теорема, известная нам со школы. И получается так, что из одного только 5-го постулата вытекает сразу целое множество следствий. Из них вытекают уже свои следствия, из тех свои и так далее. Геометрия в таком случае представляет собой очень разветвленное древо, которое продолжало расти и расти, чем дольше геометры занимались его изучением. Однако корнем этого древа был как раз 5-й постулат, который все еще был не доказан. Далее важную роль в этой истории сыграли итальянец Джероламо Саккери и немец Генрих Ламберт, которые в XVIII веке попробовали доказать 5-й постулат одним из самых мощных математических методов – доказательством от противного. Они исходили из того, что 5-й постулат не просто недоказуем, а прям неправильный, и на основании этого пытались вывести противоречие, мол, смотрите, получается полнейший абсурд. Смысл в том, что если бы такое противоречие было бы обнаружено, то получается, что положение, отрицающее 5-й постулат, будет опровергнуто, и таким образом сам постулат был бы доказан. Идея хорошая, но эксперимент пошел не по плану. Саккери исходил из допущения, что сумма углов треугольника может быть не равна 180 градусам, либо больше, либо меньше. В первом случае ему показалось, что это противоречит другим постулатам, но вообще-то уже существовала сферическая геометрия, где прямые являются окружностью, и в такой геометрии сумма углов треугольника действительно может быть больше 180.
А вот во втором случае, где сумма углов меньше, получилась совсем уж неразбериха, мол, стороны должны быть вогнутыми, что противоречит природе прямых линий. Короче, бред какой-то. По сути, Саккери ощупью подошел к неевклидовой геометрии, но счел это абсурдом, который он, в общем-то, и искал. И посудив, что это и есть необходимое противоречие, он решил, будто бы ему таки удалось доказать пятый постулат, что, конечно же, было неверно. Ламберт, в свою очередь, исходя из ошибочности пятого постулата, вывел огромное количество удивительных следствий, но к противоречию так и не пришел. Он говорил, что остается какая-то одна мелочь, но в которой при тщательном анализе кроется либо допущение, либо очередной равносильный исходному постулат. В итоге многие выведенные им следствия потом нашли свое отражение в геометрии Лобачевского, но Ламберт счел эти результаты ошибочными, мол, забрел куда-то не туда. В частности, Ламберт, будучи еще и картографом, один из первых увидел связь такой геометрии с искривленными поверхностями. Ведь карта, по сути, проекция сферы на плоскость, что для Ламберта было делом привычным. Также он вывел уравнение площади гиперболических треугольников, но больше всего он работал с четырехугольниками, у которых 3 угла прямые, а 1 острый. Сейчас такие фигуры так и называются его именем. Но идеи, касающиеся искривленных поверхностей и сильно опережавшие свое время, не получили у него дальнейшего развития. В один момент Ламберт решил, что это какой-то бред, и остановился в нескольких шагах от решающего вывода. Эх, Ламберт, вредный. В общем, доказательство пятого постулата Евклида стало одной из главных задач геометрии на протяжении 2000 лет. И я бы не стал вас загружать этими тонкостями, если бы это не было именно той сферой науки, в которой Лобачевский сыграет свою историческую роль. Он станет именно тем человеком, который найдет ключ к этому геометрическому шифру и, по сути, поставит точку в тысячелетних поисках. Но это произойдет позже, лишь когда придет время. Пока что Николай Иванович лишь подступился к этой, казалось бы, неприступной крепости. Я уверен, вы не примете слова мои, будто я хочу увеличить в глазах ваших труды мои, но не хочу также слишком мало и на себя надеяться. Простительно робеть, когда надо решиться, но когда дело решено, то не надо падать духом. Нужно быть твердым и стараться всеми силами, чему вы сами скоро будете свидетелем. Жизнь Николая Лобачевского – это во многом история о том, как бюрократия сталкивается с реальностью, когда то, что прописано на бумаге, и то, как все должно происходить, спотыкается о повседневность и подводные камни, которыми наполнена реальная жизнь. Когда в 1804 году Казанский университет был призван к жизни, главным документом, регулирующим его внутренние и внешние процессы, был устав, утвержденный лично императором. Устав гласил, что университет должен быть разделен на 4 факультета и будет иметь широкую автономию от центра. Главным связующим звеном между министерством и учебным заведением будет пара – попечитель и ректор, которые совместными усилиями должны будут возвести в Казани настоящий храм науки. Но долгое время эти планы даже не пытались привести в жизнь. Во-первых, хотя университет формально и был независим от Петербурга, фактически он оставался подчиненным Казанской гимназии, при которой был создан, и это было сделано намеренно. Директор гимназии, уже не раз упомянутый Илья Яковкин, специально удерживал университет при гимназии, не давая ему отделиться. Тем самым он продлевал свою власть над судьбами студентов и преподавателей. И пока ситуация оставалась в таком подвешенном состоянии, именно он здесь правил бал. Результаты у такого единовластия были самые плачевные. За первые 8 лет с момента основания университета так и не были сформированы факультеты, не был избран ректор, а в совете профессоров царил раздор и интриги. Отсюда напрямую вытекает наше «во-вторых».
Весь ранний период истории Казанского университета сопровождается непрерывной борьбой в профессорском совете между двумя партиями – русской и немецкой. Далеко не все немцы, приглашенные в Казань, также добросовестно относились к своей роли преподавателя, как, например, Бартельс. Многим немецким профессорам было плевать на своих студентов, понимают ли они их лекции или нет. А потому заграничные гости чаще всего даже не пытались учить язык, хотя бы в общих чертах. Более того, им не было никакого дела до того, что Казань – это все-таки не Геттинген или Гейдельберг. Здесь была другая культура и другие нравы. На этом фоне действительно ярко выделяются учителя Лобачевского – Бартельс, Литров и Бронер. И это не потому, что все лица, оказавшие влияние на нашего героя, должны быть белыми и пушистыми. Нет, этому есть очень простое объяснение. Иностранных профессоров в Казань приглашал Румовский, и, будучи учеником Эйлера и астрономом по призванию, он обладал обширными связями в математических кругах Европы. Звучит логично, что он смог найти действительно талантливых педагогов по темам, в которых разбирался сам. Но вот что касается остальных предметов, то выбор зачастую был неудачный. Этим, в свою очередь, уже активно пользовался Яковкин. Раздор и непонимание среди профессуры сыграли ему на пользу, и, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», он подчинил своей воле сначала университетский совет, а позже и самого Румовского, который пустил дело на самотек. В итоге среди немецких профессоров расцвело интриганство, среди русских – кумовство и коррупция. Так продолжалось до 1812 года, пока не скончался уже очень пожилой Румовский. После его смерти должность попечителя Казанского учебного округа занял 40-летний Михаил Александрович Салтыков. Не ученый, но человек прогрессивных взглядов, энергичный и решительно настроенный привести университет в полное соответствие с уставом. В отличие от предшественника, лишь один раз побывавшего в регионе, Салтыков переехал жить в Казань, чтобы решать дела на месте и не играть с Яковкиным в удаленный испорченный телефон. Однако возникло препятствие, на которое никто из них не мог оказать влияние. Началась Отечественная война с Наполеоном, и в сентябре, во время эвакуации сожженной Москвы, часть учреждений была перевезена как раз в Казань. В городе была страшная суета, и, разумеется, задача реформирования учебных заведений на время перестала быть хоть сколько-нибудь приоритетной. Всем было не до этого. Лишь зимой, когда война кончилась, Салтыков взялся за дело с полной ответственностью. Во-первых, и это самое важное, университет был полностью выведен из подчинения гимназии, и Яковкин лишился большей части своего влияния. Во-вторых, состоялись выборы всех необходимых должностных лиц, и университет наконец-то обрел ректора в лице профессора анатомии Иоганна Брауна. Не прошло и 9 лет. Помимо этого, окончательно утвердились те самые 4 факультета – нравственно-политический, врачебный, словесный и физико-математический, деканом которого был избран профессор Бартельс. Так, в конце 1812 года начался период первого расцвета Казанского университета, и в этой обстановке мы застаем нашего героя Николая Лобачевского, совсем недавно получившего звание магистра. В то время это было что-то вроде аспиранта. Лобачевский продолжал совершенствоваться в науках, готовился к собственной исследовательской деятельности и одновременно с этим работал помощником профессора. Формально он еще числился студентом, однако занятия с Бартельсом уже проходили в частном порядке, преимущественно у него дома. И на этих уроках математические таланты молодого магистра проступили куда более ярко. Это мы видим из доклада самого Бартельса, написанного в Совет университета. Господин Лобачевский превосходит своих сверстников, даже хорошо знающих математику, и особенно превосходит их в вопросах тонких. Из его короткого сочинения о работах Лапласа ясно, что он не только проник в суть этих работ, но и сумел обогатить их собственными идеями, что свидетельствует о выдающемся математическом даровании, которое в будущем не сможет остаться непрославленным.
Из этого мы видим, что Лобачевский не просто изучает передовые математические работы того времени, но и находит в них почву для собственных размышлений и исследований. Однако примечателен тот факт, что пока что эти работы связаны в основном с алгеброй или анализом. Геометрические исследования появятся в его отчетах позже и не через Бартельса. Судя по всему, Лобачевский придет к ним самостоятельно. В это же время наш герой начинает свой путь в роли педагога, и первым шагом стало повторение со студентами профессорских лекций. Да, звучит как мартышкин труд, но на самом деле это было необходимостью. Как я уже сказал, далеко не все профессора говорили по-русски, и уж тем более далеко не все студенты проходили языковую подготовку и зачастую просто не понимали, что говорит профессор. Поэтому пересказать на понятном русском языке то, что было на лекции, было неблагодарным, но важным делом. В том же году при университете открылись летние курсы для чиновников, которым требовалось восполнить пробелы в знаниях, но которых уже нельзя было отправить вместе с детьми в гимназию. Лобачевскому было поручено читать на этих курсах программу по арифметике и начальной геометрии, чем он и занимался 2 ближайших лета. Тот энтузиазм, с которой Николай приступил к выполнению своих обязанностей, сослужил ему добрую службу и совсем скоро повел его вверх по карьерной лестнице. Новый попечитель учебного округа Салтыков заметил эти старания, стал присматриваться к успехам Лобачевского, и результат не заставил себя долго ждать. В 1814 году наш герой был возведен уже в звание адъюнкта физико-математических наук. Теперь Николай стал не просто помощником своего учителя, но был ему хоть и младшим, но все же коллегой. Со вступлением в новую должность Лобачевский начал читать собственные лекции, и среди его курсов мы можем обнаружить, например, теорию чисел по Гауссу и дифференциальное исчисление по Лакруа. Однако алгебру и тригонометрию он преподавал уже по своим собственным тетрадям. Иначе говоря, он не просто пересказывал чужие учебники, а создавал свои собственные учебные курсы. В этот момент молодой математик начинает выделяться уже как самостоятельный ученый со своими исследованиями, и это тоже не осталось незамеченным. Однако его дальнейшее карьерное продвижение встретило сопротивление. В начале 1816-го Салтыков предложил университетскому совету рассмотреть кандидатуру 23-летнего Лобачевского на должность экстраординарного профессора. Однако такая инициатива была воспринята неоднозначно и вызвала разногласия. Дело в том, что штат экстраординарных профессоров в университете уже был укомплектован, и брать кого-то сверх плана не имеет смысла, даже если кандидат подает большие надежды. Возможно, кого-то смутил еще юный возраст. В 23 и уже в профессора рановато будет. В итоге совет посоветовался и решил, что профессоров пока что достаточно, и большинством голосов кандидатура Лобачевского была отклонена. Салтыков на этом руки не опустил и решил, раз профессора оказались несговорчивыми, то, дабы сгладить сию несправедливость совета, он направит свое ходатайство в высшую инстанцию, самому министру просвещения. Этот план сработал. Министр счел возможным утвердить в должности не одного, а сразу 2 профессоров поверх укомплектованного штата. И 7 июля 16 года Лобачевский вместе с еще одним адъюнктом были возведены в звание экстраординарных профессоров физико-математического факультета Казанского университета. И казалось бы, круто, да это ж круто! Наш герой продолжил свой путь по карьерной лестнице, но это событие имело и обратную, не очень приятную сторону. Салтыков, обойдя университетский совет и нарушив регламент, добился назначения Лобачевского напрямую через министра, чем создал важный прецедент. Получается, совет, который раньше сам избирал профессоров голосованием, оказался лишен этого права и был вынужден подчиниться решению попечителя. А как же устав, автономия и вот это вот все? Разумеется, при таких обстоятельствах почва для новых интриг оказалась более чем плодородной, ведь даже после того, как Яковкина отодвинули назад, атмосфера конфликтов и недоверия никуда не делась.
Поползли слухи о том, что с приходом Салтыкова в Казанском университете, знаете ли, воцарилось самоуправство. А вот раньше было лучше. Дескать, и порядок был, и все шло как надо. Теперь же бардак. Библиотека запущена, учебные кабинеты в упадке, дисциплина и нравственность хромают на обе ноги. Короче говоря, вся эта молва, будь то правда или преувеличение, не задержалась в университетских стенах и очень скоро дошла до столицы. Как водится, от последствий в итоге пострадали вообще все. Университет попал в немилость к правительству, и на волне консервативных и не особо светских настроений в министерстве заговорили о том, что, может, такие университеты нам вообще не нужны. К чему обременять провинцию такими необязательными вещами, как образование? Может, стоит оставить московский, а остальные закрыть? Проблем от них не оберешься, а пользы как будто бы и никакой. Судьба Казанского университета повисла на волоске, и многие это почувствовали. В итоге государь-император предписал уведомить университетский совет, что ему угодно было отправить в Казань лицо особое, уполномоченное для обзора университета. Другими словами, к вам едет ревизор. Новость, мягко говоря, не из приятных. Столичная проверка – это не шутки, особенно в такой ситуации. Разумеется, Салтыков хорошо понимал, с какой предвзятостью будет проведена проверка и к каким последствиям может привести. Было ясно, ревизия сулит одни лишь неприятности, а крайним, как водится, станет он, попечитель. В итоге Салтыков решил не дожидаться показательной порки и подал в отставку еще до прибытия проверяющего, надеясь избежать публичного выговора, а возможно и позорного увольнения. План удался. Он вовремя вывел себя из-под удара, но оставил Казанский университет встречать ревизора в одиночестве, без защиты и без поддержки. И вот в марте 1819-го в Казань прибыл инспектор, человек по имени Михаил Леонтьевич Магнитский. Это был яркий политический деятель с богатой на взлеты и падения карьерой. За время службы он успел побыть русским дипломатом в Париже, побороться за реформы в Петербурге, посидеть в ссылке в Вологде. Сейчас он снова был на коне и сделался статским советником и членом Главного управления училищ. И вот, буквально через месяц после этого назначения он был отправлен в Казань для обзора университета. Задача у него была следующая – войти по университету в рассмотрении того, приносит ли университет ту пользу, которую от учреждения сего ожидать должно было, и есть ли действительно надобность, чтобы университет в Казани существовал. На протяжении месяца Магнитский осматривал учебные помещения, слушал содержание лекций, присутствовал на заседаниях совета. Чувствуя, что это его шанс сделать блестящую карьеру, Михаил Леонтьевич с неослабевающим усердием изучал университет изнутри в поиске слабых мест и всяческих изъянов. Он внимательно наблюдал за жизнью учащихся, расспрашивал, если не сказать допрашивал студентов и вел приватные беседы с профессорами. Результатом ревизии стало донесение, которое он подал министру уже в апреле. И в этом отчете ситуация с университетом была описана хуже, чем кто-либо мог себе представить. Это учреждение лишь несет наименование университета, но на самом деле никогда таким не было. Из числа 25 профессоров и адъюнктов не более 5 пользовались уважением и имели влиятельный голос. Все остальные запутаны в делах и неблагонадежны. Тут, наверное, стоит на секунду притормозить и задать вопрос, относится ли эта характеристика и к нашему герою тоже. На самом деле Николаю Ивановичу в какой-то степени повезло. В тот самый момент, когда инспектор с важным видом расхаживал по университету, Лобачевский находился в отъезде, и вся эта инспекционная суета прошла мимо него.
Свое мнение о нем Магнитский составил, опираясь на рассказы студентов, и в целом портрет получился скорее положительный. Так что давайте вернемся к этому увлекательному чтению. Университет не только не приносит той пользы, которую можно было бы от него ожидать, но даже причиняет общественный вред полуученостью образуемых им воспитанников. Особенно тяжело обстоит дело со злоупотреблением своих прав и с противным религии духом деизма, то есть всяческого сомнения в божьих чудесах. Из людей таким способом образованных выпущено уже 43 учителя в 15 губерний, и принесенный от сего вред весьма важен и не скоро, быть может, исправлен. Посему, по непреложной справедливости и по всей строгости, университет подлежит уничтожению, которое может быть учинено двумя способами: в виде приостановки университета, либо в виде публичного разрушения. Склонен предпочитать второе. Да уж, вот это называется «сгустил краски». Одной из главных проблем ревизор счел отсутствие кафедры богословия, из-за чего студенты не имеют должного понятия о законах Божьих и не соответствуют необходимому уровню нравственности и благочестия. Короче говоря, по мнению господина Магнитского, университет оказался не просто бесполезным заведением, а прямо-таки вредным рассадником безбожия, который нужно не просто закрыть, а прям разрушить и публично осудить. Благо, ни министр, ни государь-император не вняли этим рекомендациям и показательно закрывать университет не собирались. Александр I рассудил так: зачем уничтожать, если можно исправить? И раз уж у нас тут объявился такой ревностный хранитель традиций в лице инспектора, то пусть он и исправляет. В итоге Магнитский был назначен попечителем Казанского учебного округа, чтобы самому разгребать этот бардак, описанный им в столь ярких красках. Ну, на самом деле это нисколько не смешно и даже не забавно, ведь следующие несколько лет – это один из самых мрачных периодов в истории Казанского университета, который так и назвали – эпоха Магнитского. Михаилу Леонтьевичу было поручено привести все части университета в должный порядок и устройство. И первое, что он сделал, это уволил половину преподавательского и административного состава. Причем многих из них, например, пресловутого Яковкина, изгнал с позором без права на пенсию. Для оставшихся на посту это должно было послужить мерой устрашения, мол, не послушаетесь, последуйте за ними. Но расчет не оправдался, и вместо покорности случилась еще одна волна увольнений, но на этот раз уже добровольных. Например, учителя Лобачевского, уже не раз упомянутые Бартельс, Бронер и Литров, под предлогом отпуска уехали к себе на родину и просто не вернулись. За первый же год тирании Магнитского университет лишился почти всех достойных профессоров. Но попечитель от того не унывал. Наоборот, он с энтузиазмом начал заполнять освободившиеся места своими ставленниками и священниками, что вскоре позволило ему открыть целую кафедру богопознания и христианского учения. Казанский университет, еще совсем недавно бывший живым научным центром, стремительно превращался в нечто напоминающее монастырь. И ярче всего это сказывалось на повседневной жизни студентов. В первой главе я рассказывал о суровом режиме гимназистов, но по сравнению с новыми порядками это были еще цветочки. На минуту представьте себя в роли тогдашнего студента Казанского университета. Ваш день будет выглядеть примерно так. Подъем в 5 утра – молитва. Пошли умываться – молитва. Пришли завтракать – молитва и чтение Евангелия вслух. В 8 утра строем под надзором старших шагаем в аудиторию и слушаем лекции. По завершении оных в том же порядке и опять же строем приходим на обед и в полном молчании слушаем чтение Священного Писания. После обеденных лекций кратковременная прогулка и давненько уже не было молитвы. Потом ужин, вечерняя молитва и отбой. На раздевание 10 минут, и вы бы не хотели не уложиться в отведенное время. Ночью по коридорам будет бродить часовой, и не дай бог он застанет вас не спящими, занятыми какими-то посторонними делами. До утра окажетесь в карцере, до самого потолка, увешанного иконами.
И вот в атмосфере этого абсурда приходилось работать нашему герою, профессору Лобачевскому, которому в условиях опустевшей кафедры пришлось затыкать с собой все образовавшиеся бреши. Дело у него действительно было не впроворот, ведь после ухода старших коллег в лице немецких профессоров ему пришлось взять на себя преподавание не только математики, но и физики и астрономии. Стоит отдать должное Николаю Ивановичу, справился он отлично. Более того, даже Магнитский, столь щедрый на выговоры и столь скупой на похвалы, отметил эти заслуги Лобачевского в своем докладе министерству. Лобачевский отличного познания в высшей математике и может с пользой и желанием быть употреблен здесь. Отличные способности молодых профессоров университета Лобачевского и Симонова не укроются от внимания начальства, как одна из самых приятных надежд, что обещают они на будущее время. Не укроется от внимания начальства. Тот самый случай, когда даже похвала звучит как угроза. В общем, Магнитский явно симпатизировал нашему герою, которому пришлось разгребать вновь образовавшийся хаос. Не хватает преподавателей – Лобачевский заменит. Нужен физический кабинет – Лобачевский организует. Пора заняться устройством астрономической обсерватории. Николай Иванович, будьте любезны. Наш профессор местами по своей воле, местами против нее становится центральной фигурой по естественно-научным дисциплинам во всем университете. И это действительно не укрылось от внимания начальства. Уже через 1,5 года Магнитский ходатайствует о присвоении Лобачевскому звания декана, и 21 января 1821 года 28-летний Николай Иванович возглавил факультет физико-математических наук. Удивительно, но даже при таких обстоятельствах ему удается пробиться наверх. И тут может возникнуть вполне резонное подозрение, а не является ли наш герой приспособленцем? В условиях хаоса прогнулся под начальство и, наплевав на уважение и коллег, и студентов, принялся обустраивать свою собственную карьеру. Ну, так можно было бы посудить, если бы не одно большое «но». На протяжении всего этого периода Лобачевский оставался единственным человеком, к которому и преподаватели, и студенты относились с неизменным уважением и доверием. Он не был карьеристом, который нашел себе лазейку в период неразберихи. Наоборот, после разгрома, учиненного Магнитским, он пытался сохранить то хорошее, что осталось от университета, и на обломках факультета пытался построить все заново. К тому же, в эпоху таких суровых кадровых репрессий должность декана – это не привилегия, а по большей части лишняя проблема. Обязанность первым за все отдуваться и отвечать головой за любые промахи, и свои, и чужие. И вы бы тоже не стали осуждать Лобачевского, если бы посетили тогдашнее заседание университетского совета. С воцарением Магнитского эти собрания превратились в настоящий фестиваль раболепия, подхалимства и лицемерия. Участники наперебой соревновались в лести к новому попечителю, и очень быстро в этом обнаружился легкий карьерный лифт. Теперь в профессора выбивались не талантливые люди, понимающие в науках, а искусные льстецы. Как результат, профессорская коллегия моментально заполнилась самыми обыкновенными проходимцами и авантюристами, которые просто вовремя лизнули ботинок начальству. В такой атмосфере не стоит обвинять в карьеризме людей, которые пробивались не благодаря лести, а благодаря своим реальным заслугам. К тому же симпатии Магнитского по отношению к нашему герою растворились так же быстро, как снег тает в Краснодаре, и связано это как раз с этими заседаниями. В один момент Лобачевский был избран секретарем совета, то есть на этих самых собраниях именно он должен был заносить в протоколы все торжественные речи и восторженные излияния в адрес попечителя. Разумеется, Николая Ивановича такое положение дел категорически не устраивало, ведь одно дело молча выслушивать весь этот поток лести, и совсем другое – своими руками фиксировать его на бумаге. Короче говоря, Лобачевский отказался в очень резкой форме, и произошел конфликт, о котором незамедлительно было донесено попечителю. Было возбуждено целое разбирательство, касаемо неблагопристойностей и противностей, оказанных профессором Лобачевским при избрании секретаря.
Закончилось все строгим выговором, и с этого момента прежнее расположение Магнитского к нему исчезло окончательно. На фоне этих разборок можно услышать еще одну претензию от некоторых биографов. А почему Лобачевский ничего не сделал с произволом Магнитского? Почему не выступил против тирании и не встал на защиту родного университета? Уже другие биографы отвечают, мол, а что он вообще мог в такой ситуации сделать? Поднять всенародное восстание и устроить бунт? Ну, это вряд ли. Магнитский представлял собой слишком могущественную фигуру, находившуюся в одном рукопожатии от императора, и открыто идти против него было бы, мягко говоря, опасно. В лучшем случае Лобачевского бы сразу же уволили, или чего похуже. В общем, выступать против воли главного властителя судеб университета не было никакой возможности. К тому же, помимо роли декана, Магнитский вскоре нагрузил Лобачевского еще целым рядом обязанностей административного толку. В том же 21 году был сформирован комитет по приведению в устройство университетской библиотеки, в которой не было порядка вообще никогда. В состав комитета был включен Лобачевский и еще один профессор, который вскоре вообще уволился, и наш герой остался с этой задачей один на один. Попечитель поручил проверить библиотечные описи, составить новый каталог, распределить книги по факультетам и, что самое важное, изъять и уничтожить книги опасные, противные вере и началам доброго воспитания. Что это за книги и как понять их опасность, Магнитский не уточнил. Работа намечалась непростая, и чтобы понять, насколько запущенная была библиотека, достаточно знать лишь один факт. Все эти годы за порядком в ней отвечал Петр Кондарев. Тот самый, что при Яковкине занимался слежкой за студентами и доносительством. Естественно, следить за благопристойностью учащихся было куда интереснее, чем раскладывать пыльные фолианты. И на момент прихода в библиотеку Лобачевского там царил самый настоящий хаос. Николай Иванович честно попытался навести там порядок, но очень быстро понял, что эта задача не по силам одному человеку, и вскоре попросил освободить себя от должности библиотекаря. Он сослался на катастрофическую нехватку времени, хотя некоторые биографы предполагают, что тем самым он старался уклониться от уничтожения тех самых неправильных книг. И действительно, при власти Магнитского библиотека будто намеренно оставалась в таком состоянии, и как только весь этот кошмар кончился, Лобачевский сразу же взялся за приведение ее в порядок, и ничего сжигать не пришлось. Да и та самая катастрофическая нехватка времени действительно имела место, ведь помимо всего этого Лобачевского включили еще в один комитет. Дело в том, что Магнитскому в один момент пришла в голову идея строительства, и он запросил в столице значительную сумму в 631 тысячу рублей, на которую было решено возвести новый фасад университета. Само собой, лично следить за ходом строительных работ было попечителю не с руки, а посему был сформирован строительный комитет. Больше комитетов, богу комитетов. В него были включены ректор университета, несколько представителей Магнитского и непосредственно Лобачевский. Разумеется, у ректора и без того было полно забот. Ставленникам попечителя было просто не до того, так что все эти обязанности легли на плечи нашего героя. И стоит сказать, что работа эта была крайне хлопотная и очень нервная. До нас дошло несколько не очень красивых эпизодов, которые, впрочем, ярко описывают ту напряженную обстановку, что царила во время этой стройки. Во-первых, на одном из заседаний комитета присутствовал один из подрядчиков, который прибыл для обсуждения стоимости материалов. Согласно протоколу заседания, тот невежеством своим и грубостью в обращениях вывел из терпения председателя господина Лобачевского, так что сей последний ударил его. До нас не дошло информации о том, что там были за грубости и в чем заключалось невежество, но факт того, что Лобачевский вломил хамовитому подрядчику, был четко задокументирован.
Во-вторых, сохранилась информация о другом эпизоде, который уже действительно не красит нашего героя. Двое работников местного столяра доставляли в университет новую мебель и повредили только что сделанные медные поручни на парадной лестнице в вестибюле. Лобачевский рассвирепел и приказал наказать обоих палочными ударами, а после посадил их в карцер на несколько часов. Это уже само по себе нарушение тогдашних правил. Это все-таки не средневековье, чтобы наказывать людей палками. Но хуже всего то, что работяги оказались крепостными у местного помещика. И за такое самоуправство над чужой, простите меня, собственностью Лобачевскому самому грозило суровое наказание, вплоть до тюрьмы. От него потребовали изложить случившееся, и из текста объяснительной записки мы узнаем следующее. Как мне сообщили двое рабочих столяра Эренберга, Александр и Михайло что-то делали у лестничной решетки, за что на них кричал человек, случайно к ним подошедший. Я осмотрел пропорченную решетку и уверился, что это было сделано с намерением и с приложением больших усилий. Ко мне были призваны свидетели обвиненные. И с одной стороны я слышал улику, а с другой лишь упорство. Когда я приказал посадить обвиняемых под стражу, и когда пришел к ним для получения признания, то застал их глубоко спящими, хоть они и были крепко связаны для острастки. По итогам дознания по бодрости их увидел, что они издевались над строгостью моей, и, увлеченный негодованием своим, я приказал их наказать палочными ударами и велел отпустить после 70, а может и сотни ударов. То есть лестничную решетку они портили преднамеренно, а когда их поймали с поличным, начали дерзить Лобачевскому и потешаться над ним. Нетрудно понять, что это вывело из себя нашего молодого смотрителя стройки, и, увлекшись негодованием, он приказал бить их палками. С одной стороны, можно понять, с другой, это действительно был перебор. Телесные наказания над чужими крепостными – это серьезное преступление. Но, к счастью Лобачевского, жалобы в полицию не поступило, и дело тихонько замяли. Разумеется, обо всем этом было донесено попечителю, и наш герой, который и так уже был на карандаше, окончательно попал в немилость. В общем, Магнитский установил в университете свои порядки, максимально нагрузил Лобачевского работой, ну а сам спокойненько сидел в Петербурге и плел интриги уже в высшем руководстве. Стоит отдать ему должное, ведь в деле укрепления своей власти и могущества Магнитский действительно преуспел. Даже сам министр просвещения души в нем не чаял. И когда какие-нибудь жалобы на самоуправство попечителя все же поступали в министерство, он просто закрывал на это глаза. Лес рубят, щепки летят, как говорится. В один момент даже попечитель Петербургского учебного округа обратился с жалобой на произвол своего коллеги, но и это не произвело никакого эффекта. Пошатнуть эту власть смог лишь мощный импульс, прилетевший сверху, причем с самого верха. В 1824 году, когда казанский попечитель был на пике своего влияния, с его подачи произошла смена министра народного просвещения, и в результате небольшого заговора пост занял адмирал Александр Семенович Шишков. Человек военный, глубоко консервативный и настолько разбирающийся в науках, что уже по его первой речи в качестве министра уже все становится понятно. Науки, изощряющие ум, не составят благоденствия народного без веры и нравственности. Науки полезны лишь как соль, которая употребляется с основным блюдом в меру по состоянию и надобности. Излишества их, как и недостаток, противны истинному просвещению. Считаю, что обучать грамоте весь народ или несоразмерное количество людей значит принести больше вреда, чем пользы. Слишком много образованных людей принесут больше вреда, чем пользы. Приблизительно такой это был министр просвещения. И вот Магнитский решил воспользоваться таким недалеким министром и полностью взять управление образованием в свои руки. Первонаперво он вознамерился внедрить такую систему обучения, как в Казани, уже повсеместно.
Для этого, в свою очередь, нужно было подвинуть всех конкурентов и возможных соперников. И самым легким способом добиться этого было писать новому министру доносы на всех вокруг и обвинять неугодных в неблагопристойности и безбожии. Коротко о том, как надеть на себя самое белое пальто во всей Российской империи. В итоге Магнитский увлекся настолько, что потерял всякое чувство меры и настрочил кляузу на младшего брата императора Александра I Николая Павловича. Вот только, к несчастью Магнитского, Александр через год умер, и в 1825-м этот самый брат взошел на престол как Николай I. Думаю, вы уже представляете, что было дальше, да? Конечно же, до новоиспеченного императора дошел тот самый донос на него. И стоит ли говорить, что Магнитский тут же попал в немилость? Моментально всплыли все жалобы на попечителя, которые доселе прятали в стол. И вот те раз, пока вы тут занимались своими интрижками и выясняли, кто тут самый благородный, там, оказывается, университет на грани развала. В общем, была назначена новая ревизия Казанского округа. И точно так же, как и 7 лет назад проверял Магнитский, теперь проверяли его самого. По результатам инспекции дела университета были обнаружены в полном разладе. И главной проблемой в отчете ревизора было названо лицемерие. Университетское начальство поставило себе долгом внушать уважение к церкви и установило правила и строгие наказания с отповедями, приличные лишь самым строгим монастырским обителям, а оступившихся объявляют грешниками. Если сии правила в точности исполняются питомцами и профессорами университета, то можно иметь справедливое опасение, чтобы в сих людях не укоренилось лицемерие, столь пагубное, которое под личиною благочестия скрывает многие пороки. Ревизор утверждал, что если заставлять студентов строем ходить на молитву, принуждать профессоров к подхалимству и вводить повсеместную политику доносов, запретов и необоснованных наказаний, то это не приведет к высокой нравственности, а к лицемерию под личиной благочестия. Но, как оказалось, это еще не все, ведь вдобавок ко всему был выявлен целый ряд коррупционных схем, ведущих напрямую к Магнитскому. Каждая выделенная на нужды учебного округа сумма быстренько распиливалась, и в итоге до университета доходила лишь малая часть, а остальное чаще всего оседало в карманах попечителя. Помните, я говорил, что на строительство он вытребовал 631 тысячу рублей? Так вот, после ревизии выяснилось, что до университета дошло лишь 295. Более 300 тысяч рублей осело в карманах попечителя, и после его отставки они были изъяты и направлены по прямому назначению. В общем, спустя 7 лет единоличной власти, которые едва не стоили Казанскому университету полным развалом, Магнитский был с позором отстранен от должности попечителя и сослан на окраины империи работать мелким чиновником в провинции. Установленные им порядки и нормы были отменены, в особенности те, что были направлены на унижение, как, например, присвоение статуса грешник любому провинившемуся студенту. Университет, наконец-то, выдохнул с облегчением, и начался долгий и непростой период восстановления, в котором одну из ключевых ролей сыграет Николай Лобачевский, ведь теперь он будет трудиться не вопреки, а на благо. Несомненно, эпоха Магнитского – это одна из самых печальных страниц в этой истории. Но к этому периоду относится еще одно важное событие в жизни Лобачевского. Пока дела Казанского университета пребывали в плачевном состоянии и от самих стен, по выражению современников, веяло холодом, Николай Иванович написал свое первое сочинение по геометрии.
Когда Магнитский пришел к власти, он предложил, а скорее потребовал от профессоров предоставить свои учебные записи или хотя бы конспекты для печати в качестве учебных пособий на русском языке. Он надеялся распространить влияние своей педагогической школы, чему бы хорошо сослужило распространение печатных работ его подчиненных. Можно догадаться, что в силу своих скудных научных познаний Магнитский был не очень разборчив в учебном материале, а потому требовал предоставления любых работ. Лобачевский, на свою беду, был одним из немногих профессоров, кто откликнулся на это предложение, и в 1823 году предоставил написанный им курс под незамысловатым названием «Геометрия». Это был краткий обзор элементарной геометрии, которую наш герой проходил со своими студентами. Но важно понимать, что это по своей сути конспект лекций, причем вырванный из общего курса, а потому неполный, содержащий определенные пробелы и, чего греха таить, не лишенный некоторых ошибок. Но главное здесь то, что эта работа предназначалась для студентов Казанского университета как дополнительное пособие. На это намекает целый ряд моментов рукописи, где Лобачевский вместо объяснения каких-то геометрических понятий просто пишет, что эти моменты должны быть моим слушателям хорошо известны. Лобачевский думал, что это будет напечатано для внутреннего использования в Казанском университете, но судьба сыграла с ним злую шутку. После предоставления рукописи в Совет профессоров она была переправлена Магнитскому, и тот то ли по глупости, то ли по злому умыслу отдал ее на рецензирование в Академию наук Петербурга, не объяснив вообще никакого контекста. Что это за работа, кем она написана и для кого предназначалась? Он не сказал ни слова и просто передал рукопись к рассмотрению в высших академических кругах. Со стороны это выглядело так, что он просто предоставляет на оценку учебное пособие общего характера. И стоит ли удивляться, что рецензия была по-настоящему разгромной. Оценкой рукописи занимался академик Николаус Фус, математик-универсал швейцарского происхождения, ученик Даниила Бернулли, позже приглашенный в Петербург престарелым Леонардом Эйлером, с которым проработал более 10 лет. Бесспорно, талантливый ученый, но то, как он разнес геометрию Лобачевского, заставляет некоторых биографов нашего героя возводить его чуть ли не в ранг злодея, ведь в своей рецензии за словом в карман он действительно не полез. Милостивый государь мой Михаил Леонтьевич, сочинение, присланное мне под заглавием «Геометрия», содержит в себе разные геометрические рассуждения и исследования, которые под сим подобным названием без выправления есть бесполезное или уже известное. Сочинение сие не есть полное и систематическое изложение всей науки геометрии. И если сочинитель думает, что оно может служить учебную книгою, то он сим показывает, что он не имеет понятия о потребностях учебной книги, о методическом порядке изложения предмета и о надлежащей постепенности геометрических истин. От всех сих необходимых качеств и следу нет в рассмотренной мной геометрии, в которой, между прочим, и то странно, сочинитель принимает французский метр за единицу измерения прямых линий и градус за единицу при измерении дуг круга. Известно, что сие разделение выдумано было во времена Французской революции, когда бешенство нации уничтожить все прежнее дошло и до календаря, и до деления круга. Но сия новинка нигде принята не была, и в самой Франции уже оставлена по причине очевидных неудобств. В общем, хотя сочинитель и назвал представленное сочинение геометрией, но едва ли он сам думать может, что он написал учебную книгу сей науки. При значительном количестве более полных и гораздо более годных курсов геометрии на русском языке сия геометрия, как учебная книга, нигде принята быть не может, и что оную к напечатанию за казенный счет я рекомендовать никак не могу. Ах, вот это было жестко. Если коротко, то Фус раскритиковал сочинителя за непоследовательность, неполноту и объяснение общеизвестных истин.
К тому же ткнул, что автор использует метрическую систему, которая является плодом богомерзкой французской революции. Формулировки жесткие и местами откровенно грубые, но давайте разберемся. Что касается использования метра, то здесь Лобачевский проявил себя как сторонник инновационных идей. Но в тот момент метрическую систему еще действительно мало кто принимал, и в основном они отзывались приблизительно так же, как и в приведенной рецензии. Что касается неполноты и непоследовательности, то Фус грубоват, но в общем-то прав. Это сочинение Лобачевского действительно не годилось на роль какого-то глобального учебного курса по всей геометрии целиком. Но проблема в том, что оно на эту роль и не претендовало. Как я ранее сказал, Лобачевский просто написал работу для своих студентов, чтобы закрепить пройденный на его же лекциях материал. Он не ставил себе задачу написать великий трактат, обобщающий всю науку геометрию. Но Фусу об этом не сказали. Ему просто дали эти конспекты на оценку без какого-либо контекста, и, естественно, он счел их неполными. Весь этот инцидент с рецензией на геометрию стоит считать одним большим недопониманием, и виноват здесь, по большей части, опять-таки Магнитский. И казалось бы, ладно, черт с ним, но это стало для нашего героя серьезным ударом по гордости. Лобачевский мог внести исправления, заполнить пробелы и прислать на сверку новую версию, но он не стал этого делать. Он даже не стал забирать свою работу из Петербурга, и долгое время она вообще считалась утерянной, пока ее случайно не обнаружили в архивах Петербургской академии наук. Из этой рукописи мы также узнаем, что уже в тот момент Лобачевский всерьез заинтересовался теорией параллельных линий. Среди некоторых историков бытует мнение, что Лобачевский и сам попытался найти доказательства пятого постулата Евклида, но, возможно, Николай Иванович просто изучил чужие доказательства, о которых я говорил ранее, и понял, что тут явно что-то не так. Складывалось такое ощущение, что пятый постулат – это некий водораздел геометрии. Одна ее огромная часть так или иначе опирается на постулат, и по сути есть ходьба по кругу, которая рано или поздно либо приведет математика в исходную точку, либо к другому равносильному постулату. Другая же часть геометрической науки будто бы строится без оглядки на недоказанное схождение прямых, без учета пятого постулата. Сейчас эти части называют евклидовой и абсолютной геометрией, и в первом сочинении Лобачевский явно проводит грань между этими областями. Весь его неизданный учебник геометрии строится на основе этого разделения, и в первых 5 главах он отобрал как раз тот материал, который не зависит от постулата о параллельных. Лишь в 6 главе он переходит к нему, и на рассуждениях об измерении площадей мы обнаруживаем следующие слова. Измерение плоскостей основывается на том, что две линии сходятся, когда они стоят на третьей по одну сторону, и когда одна перпендикулярна ей, а другая лежит под острым углом к перпендикулу. Линии должны сходиться при достаточном продолжении, но строгого доказательства сей истины до сих пор не могли отыскать. Какие были даны, могут назваться только пояснениями, но не заслуживают быть почтены в полном смысле математическими доказательствами. Таким образом, Лобачевский уже в первой своей работе явно очерчивает будущее направление своих исследований, и попытка в первых разделах отгородиться от пятого постулата явно сообщает нам, что он решил идти по другому пути и не биться головой об стену, как предшественники. Он решил выделить отдельную область геометрии, ту ее часть, которая не подчинена этому неприступному постулату, ту область, которая позже будет названа неевклидова геометрия. Однако путь к этой науке еще только предстояло пройти, и впереди у Николая Ивановича было еще много препятствий, далеко не только научного характера. Гением быть нельзя, кто не родился.
В этом как раз и заключается искусство преподавателя. Открыть гений, обогатить его познаниями и дать свободу следовать его внушениям. Как говорил Шекспир, ничто не вечно под луной, и хорошее и плохое все рано или поздно заканчивается. Итак, в 1826 году эпоха Магнитского закончилась. На смену попечителю религиозному пришел попечитель военный. И, казалось бы, из огня да сразу в полымя, но нет. Следующие 18 лет обернулись периодом настоящего расцвета Казанского университета. Новым попечителем стал молодой герой Отечественной войны Михаил Николаевич Мусин-Пушкин. Он происходил из древнего дворянского рода и родился в 1795 году в родовом поместье в Казанской губернии. Получал образование дома, но в итоге сдавал экзамены в Казанской гимназии, а позже поступил и в университет, где познакомился с тогда еще адъюнктом Лобачевским. Однако в 1811 году он бросил учебу и поступил прапорщиком в Семеновский полк, где начало войны с Наполеоном стало для него настоящим служебным трамплином. В итоге за 6 лет он дослужился до звания полковника, после чего вышел в отставку, был назначен статским советником, а в 1827 году в возрасте 32 лет получил должность попечителя Казанского учебного округа. Современники, особенно из числа столичных коллег, запомнили его как персону грубую, вспыльчивую, порой неприятную. Дескать, для него ничего не стоило обругать студента или даже профессора. При этом доброту он выказывал редко, и та происходила исключительно от самодурства. Однако при этом его часто характеризовали как человека честного и справедливого. Да, он был строг и в большинстве случаев, опять же, выражаясь по мнению современников, принес бы больше вреда, чем пользы. Но не в ситуации Казанского университета, находившегося в упадке после действий Магнитского. В тот момент там был нужен как раз такой человек, суровый, но честный, готовый наводить порядок твердой рукой, но делать это по справедливости. К тому же с Казанским университетом его связывали детские воспоминания, и не последнюю роль в этом сыграло его давнее знакомство с Николаем Лобачевским, единственным преподавателем, оставшимся с тех лет. То, насколько была важна для Мусина-Пушкина эта связь, становится видно по первым же его шагам в качестве попечителя. Через 2 месяца после своего назначения он вносит в Совет представление об избрании нового ректора университета и, среди прочих, предлагает кандидатуру Лобачевского. Довольно неожиданно, ведь нашему герою на тот момент было только 35 лет. Для профессора ладно, а вот для ректора как-то маловато. И тем не менее, 3 мая 1827 года тайным голосованием университетского совета с большим отрывом 11 за и 3 против Николай Иванович Лобачевский был избран на эту должность. Это был самый молодой ректор в истории Казанского университета и первый из числа его выпускников. Но удивительно, что наш герой попытался отказаться от этого назначения. Хотя, ладно, это на самом деле нисколько не удивительно. Лобачевский уже успел нахлебаться на посту декана в эпоху Магнитского, а тут светила еще большая ответственность и нагрузка. Теперь ему предстояло не просто отвечать за одну кафедру и участвовать во всяких там комитетах, ему теперь предстояло возглавить все это и нести ответственность уже за весь университет. Но Мусин-Пушкин убедил Лобачевского в том, что тот может целиком и полностью полагаться на его поддержку и при необходимости просить обо всем, что только будет необходимо университету. Лишь тогда наш герой согласился и в первом же своем письме попечителю ответил любезной благодарностью. «Милостливый государь Михаил Николаевич, желал бы иметь воспользоваться случаем, чтобы показать, с какой признательностью, с каким чувством благодарности и обязанности привлекает меня к вам то лестное расположение ваше ко мне. Всего более желал бы, чтобы такое расположение мне в состоянии были поддерживать мои способности и познания, и чтобы истинным пониманием моих обязанностей я мог оправдать ваши ожидания
когда случай приводит меня быть главным исполнителем ваших поручений. И буквально сразу же Лобачевский занялся обустройством университетской библиотеки, что было поручено ему еще Магнитским, но чем теперь можно было заняться свободно и без опасения, что заставят уничтожать богопротивные книги и что-то там сжигать. Буквально в том же письме, что я секунду назад приводил, Николай Иванович отчитывался о первых успехах. В библиотеке теперь работают 3 адъюнктов, которые ежедневно заняты тем, что разгребают бардак, делают опись и проверяют сношения с книготорговцами. В итоге за 3 года в библиотеке было составлено 2 солидных каталога, охвативших более 40 тысяч томов. Первый из них по своей сути строгая опись. Даты поступления, цены, состояние экземпляров. Разумеется, это больше отвечало задачам бухгалтерии и учета, нежели способствовало удобству использования. Поэтому был составлен 2-й каталог. В нем книги были распределены уже по темам, по научным областям и дисциплинам. И вот это уже помогало внести определенный порядок в это хаотичное собрание. Так каждый посетитель мог без труда найти то, зачем пришел. К слову о посетителях. После наведения порядка в библиотеке Лобачевский выступил с весьма необычной по тем временам инициативой. Установить специальные дни, в которые библиотека была бы открыта не только для студентов, но и для всех желающих. Своего рода дни открытых дверей. Целью этого шага было привлечение внимания горожан к университету и, можно сказать, популяризация науки. Он хотел показать, что знание – это не привилегия, не удел избранных, а ценность, доступная каждому, и что ученые – такие же точно люди, как и все вокруг. Правда, для этого нужно было позаботиться о наведении порядка и с другой стороны. Ведь не менее важным делом была организация работы университетского совета, который ни при Яковкине, ни при Салтыкове, и уж тем более ни при Магнитском нормально не функционировал. Любое заседание представляло собой неутихающие споры и ругань, которые каждый раз перетекали в самый обыкновенный балаган. Причины на то были самые разные, а потому какого-то универсального рецепта тут быть не могло. Поэтому Лобачевский, вступив в должность ректора и председательствуя на этих заседаниях, чаще всего делал следующее. Когда начинался спор, и если конца и края ему было не видать, Николай Иванович просто закрывал заседание и вечером того же дня приглашал спорщиков к себе домой в гости. Там, за чашечкой чая, в мирной обстановке, он давал по очереди высказаться обеим сторонам и спокойно предлагал варианты решения спора. Казалось бы, это какое-то закулисное ведение общественных дел, но на самом деле это очень быстро возымело благотворный эффект. Заседания совета действительно стали проходить в спокойной обстановке и без истерик, а каждая такая чайная беседа приводила не к подавлению спорящих голосов, а к разрешению корня самой проблемы. Еще удивительнее то, что Лобачевскому по большей части удалось примирить в Совете русскую и немецкую партии, которые враждовали с самого основания университета и которые только теперь смогли найти какой-никакой общий язык. Еще одним тяжелейшим последствием власти Магнитского были, разумеется, драконовские условия жизни студентов. Конечно, все эти монастырские правила были отменены, но к этому моменту университет уже успел растерять большую часть своих студентов, а новые просто не хотели приходить, ведь молва об этом чуть ли не тюремном режиме распространилась уже очень широко. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, давайте просто сравним цифры. При власти Яковкина, как бы его ни ругали, в университете было 465 студентов. При Магнитском всего 104, из которых на физико-математическом факультете училось только 17 человек. И это та проблема, которую нельзя решить в тихой беседе за чашкой чая или назначением нескольких помощников в библиотеку. Нужны были масштабные меры. Первым шагом в сторону выхода из сложившейся ситуации стала знаменитая речь Лобачевского, которую он произнес перед студентами через год после своего избрания ректором.
Речь называлась о важнейших предметах воспитания, и в ней он представил свои очень прогрессивные взгляды на задачи университета, на новый светский курс движения к знанию, которое подчиняется не каким-то мистическим силам, а разуму человека и его целеустремленности. Человек отличается от прочих животных не столько умом и инстинктами, заложенных по природе, а даром слова. Лишь один человек пользуется сим даром. Ему одному велено учиться, изощрять свой ум, искать истин, соединенных силами природы. Слова, как бы лучи ума нашего, передают и распространяют свет учения. Одним из таких языков являются знаки различных исчислений и успехи математических наук, затмившие всякое другое учение. Справедливо удивляют нас, заставляют признаться, что уму человеческому предоставлено исключительное право знать сего рода истины. Как говорит Бэкон, оставьте трудиться напрасно, пытаясь извлечь из одного разума своего всю мудрость. Спрашивайте природу, ведь это она хранит все истины, и на вопросы ваши будет отвечать вам непременно. Здесь, в это заведение вступившие, юноши больше не услышат пустых слов без всякой мысли, одних звуков без всякого значения. Здесь учат тому, что действительно существует, а не тому, что изобретено лишь праздным умом. И как жалко, что истинному просвещению предпочитают суетные выгоды домашнего воспитания. Ведь здесь, учителями, посвятившими всю жизнь своим предметам, преподаются точные и естественные науки с пособием языков и познаний исторических. Учитесь! Ведь природа, одарив столь щедро человека при его рождении, кажется, еще не удовлетворилась. Вдохнула в каждого желание превосходить других. Тем самым природа возложила на человека попечение о своем усовершенствовании. Как видите, Лобачевский настаивает на необходимости совершенствования ума, которого невозможно достичь без просвещения и науки. Николай Иванович подчеркивает естественно-научный характер этого просвещения, а не изучение того, что было выдумано лишь праздным умом. Эти вопросы нужно задавать природе, изучать то, что есть в действительности, и помочь с этим могут не домашние учителя, а профессора в университете, которые посвятили всю свою жизнь наукам и преподаванию. И можно, конечно, посудить, что это какие-то совершенно банальные вещи, которые очевидны каждому, но это нам с вами очевидно. Тогда эффект от этой речи был весьма ощутимый, ведь через какое-то время ее опубликовали в широкой печати, распространили в людских массах, и народ потянулся в университет. В ближайшие несколько лет количество студентов увеличилось почти втрое и дальше только продолжало расти. Так что изначальной своей цели привлечь людей в университет Лобачевский добился. Однако не стоит думать, что это была лишь духоподъемная речь про успешный успех просто для вдохновения молодежи. Николай Иванович сам в это верил, и даже когда стал ректором и максимально загрузил себя хлопотами, не бросил преподавание математики. Он не требовал от своих учеников механического заучивания предмета, а добивался от них собственного движения мысли. Ему не нужно было, чтобы они знали все теоремы наизусть. Пусть они запомнят чуть меньше, но они будут понимать это и уметь применять. Так, например, если студент решал геометрическую задачу по каким-то заготовленным приемам, то Лобачевский спрашивал: а не знаете ли каких-нибудь других способов? Попробуйте придумать решение сами, а не просто копируйте учебник. Вообще Лобачевский был довольно строг со студентами, но чаще эта строгость ограничивалась только словами. На деле ректор в любой спорной ситуации занимал позицию студентов, и это хорошо видно по воспоминаниям последних. Так, например, студент по фамилии Ахматов учился за казенный счет и в целом преуспевал, однако был крайне худого поведения и регулярно оказывался в карцере. И вот после очередной шалости Лобачевский вновь определил его на ночь в карцер. После не спеша закончил свои дела в университете и пошел домой. На улице он встретил студента Ахматова, весело прогуливавшегося по Казани и явно захмелевшего. Как вы тут оказались, господин Ахматов? Вы же в карцере. Виноват, ваше превосходительство, я оттуда ушел. Ушли? Но каким образом? Я спустился по водосточной трубе, а теперь иду обратно.
Тем же путем? Точно так, ваше превосходительство. Это на 3-й этаж. Нет уж, извините, не в таком состоянии. Отправляйтесь-ка в мой кабинет и ждите меня там. Я вернусь, и мы с вами как следует поговорим. Этим же вечером состоялась долгая нравоучительная беседа, и, судя по воспоминаниям уже других студентов, Ахматов вышел из кабинета ректора весь в слезах и больше в шалостях замечен не был. Иной раз студент Креницын после блистательной защиты диссертации хорошенько так отметил это дело с друзьями и, возвращаясь в университет, по глупости разбил окно в церкви. Тут как тут нарисовалась полиция и задержала Креницына по подозрению в кощунстве. За это могли исключить из университета и отдать в солдаты, что было почти утверждено университетским советом, но в последний момент вмешался Лобачевский, заступился за него и спас от солдатской шинели. И это не единичные случаи, таких историй полно, и каждый раз Лобачевский был щедр на выговоры, но скуп на наказание. Возможно, он вспоминал свое лихое студенчество и смотрел на эти шалости сквозь пальцы. Ведь настоящее обновление университета требовало нового подхода к студентам в пику былой муштровки. Однако, помимо педагогической, еще одной важной стороной этого обновления стало масштабное строительство новых учебных корпусов, которое Лобачевский развернул с приходом на должность ректора. Мы помним, что при Магнитском он руководил возведением нового фасада, но та стройка преследовала больше эстетические цели. Да, это важно и в некоторой степени статусно и почетно, но это не имело никакого практического применения. И за красивым фасадом, которым можно было легко козырнуть перед начальством, крылись необустроенные помещения, во многом не отвечавшие тогдашним научным требованиям. За 15 лет с момента назначения Лобачевского при университете были построены новая астрономическая обсерватория, магнитная обсерватория, физическая и химическая лаборатории, анатомический театр, оранжерея ботанического сада и новое здание уже не раз упомянутой библиотеки. При этом каждое помещение оснащалось передовым на тот момент оборудованием и по своей оснащенности могло сравниться даже с самыми прославленными европейскими учебными заведениями. Казанский университет до сих пор называет Лобачевского великим строителем. Без каких-либо преувеличений это действительно так, но этого бы не произошло, если бы не содействие Мусина-Пушкина. Он выбивал из министерства финансирование и следил, чтобы деньги вовремя и в полном объеме поступали в университет. Благодаря совместным усилиям попечителя и ректора, такая масштабная стройка обошлась даже дешевле, чем планировалось, и оставшиеся деньги в определенный момент помогли справиться с большой проблемой. И раз уж мы заговорили о проблемах, то в 1830 году всю стройку пришлось на некоторое время остановить, ведь в стране грянула эпидемия холеры. Загадочная инфекционная болезнь пришла в Российскую империю в 1829 году после завоеваний в Центральной Азии. Солдаты возвращались с войны и вместе с орденами и почестями приносили домой холерный вибрион. Первые очаги заболевания возникли на южных окраинах, но меньше чем за год болезнь распространилась по всем крупным городам империи, а вскоре через Финляндию добралась и до Западной Европы. Поначалу все подумали, что это очередная вспышка чумы, а потому суровые карантинные меры, введенные правительством, во многом оказались неэффективны и лишь привели к народным волнениям, в некоторых случаях переросших в настоящие холерные бунты. В такой обстановке многие люди искали спасения в бегстве из зараженных городов, что приводило к еще большему распространению заразы. И уже в конце лета 30-го года холера добралась до Казани. В городе уже знали о Новом море и, тем не менее, оказались совершенно к нему не готовы.
Первые случаи заболевания были зафиксированы в конце августа на городской ярмарке. И стоит ли удивляться, что главное торговое место города превратилось в настоящую инфекционную бомбу. Уже через 2 недели ситуация приобрела катастрофический характер, и 13 сентября город был оцеплен военными, а любого, кто попытается вырваться, ждал расстрел на месте. В городе, охваченном загадочным недугом, началась паника. Люди умирали за считанные часы, порой прямо посреди улицы, а врачи просто не знали, что со всем этим делать. Лобачевский, будучи ректором университета, был осведомлен, насколько это тогда было возможно, и встретил эту напасть со всей ответственностью. Он взял на себя обеспечение всех мер безопасности, и благодаря его действиям университет превратился в настоящую крепость посреди зараженного города. Его действия по борьбе с эпидемией нам известны из дошедшей до нас докладной записки о мероприятиях, предпринятых в здании университета в связи с холерой. Совет Императорского Казанского университета по предоставлению от меня свидетельства врачей об оказавшейся болезни холере в городе Казани постановил учения в университете и гимназии закрыть, а прочие распоряжения по сему случаю возложил на меня. 13 сентября, будучи приглашенным утром губернатором для совещания, узнал я, что город приказано еще ночью оцепить как зараженное место. Посему, возвратившись в университет, поспешил я с предписанием об охранении живущих в университете. Теперь большой квартал университета должен быть всегда заперт, а воду, съестные припасы и все необходимое нужно подвозить на отдельный двор, где их будут принимать отдельные люди. Под отдельными людьми понималась бригада грузчиков, облаченных в специальные платья и маски, насквозь пропитанные дегтем. Костюм химзащиты того времени. Все выходы из большого квартала приказал я запереть, оставляя один, у которого часовой и дежурный впускали бы одних врачей и священника, а также принимали бумаги. Для рассылки в городе отряжены были люди, помещенные в анатомическом театре, которые должны были выходить на свободный воздух в дегтяном платье и с соблюдением правил для предохранения себя от заразы. Но так как профессор Протасов, вероятно, заразившись где-то в городе, занемог и умер от холеры за несколько часов, то по сей причине живущие в зданиях университета не должны иметь более никакого сообщения с жителями города. Да и внутри университета не должно допускаться никакого сообщения с местами, где находятся больные. То есть после первых случаев заражения Лобачевский ввел режим почти полной изоляции не только от внешнего мира, но и между корпусами университета. Однако вот это самое «почти» оказалось недостаточным, и несколько случаев заражения внутри университета все-таки случилось. Это, в свою очередь, потребовало еще более строгих мер безопасности. Мы учредили 2 больницы, назначив их исключительно для одержимых холерою. А письма и всякого рода вещи, принимаемые у главного входа, и с которыми может быть принесена зараза, окуриваются хлором или обмываются хлоровыми растворами. Все платья и вещи, находившиеся при больных, я за нужное счел или сжигать, или по неудобности сносить в отдаленные сараи до времени. Постели же, на которых лежали умершие от холеры, приказано от меня сжигать непременно. Получается, что болезнь все же иногда пробивалась через барьер, возведенный Лобачевским, однако быстро изолировалась и не приобретала столь катастрофического характера, как обстояли дела в городе. При малейшем подозрении на заражение человека тут же переводили в госпиталь, его вещи чаще всего сжигали, а все помещения, где он находился, тщательно обрабатывались хлором и уксусом. Правила довольно строгие, но стоит отдать должное Лобачевскому. Именно благодаря организованному им режиму и оперативному реагированию на возникающие очаги болезни удалось спасти университет от тотального заражения. Может быть, только сии меры в состоянии были предупредить внесение болезни в университетские здания или предохранить от важных последствий поветрия. Ибо до сих пор из числа всех 560 человек, живущих в главном квартале университета, больных было обнаружено только 12. Это относительно мало, ведь за стенами университета количество зараженных исчислялось сотнями в день. И за 2 месяца эпидемии, по самым скромным оценкам, погибло около 1500 человек.
К ноябрю болезнь ослабила хватку в Казани и распространилась уже по европейской части империи, пустив свои корни сначала в Москве, а позже и в Петербурге. Там ситуация приобрела куда более драматичный характер и привела к очередным холерным бунтам, что, впрочем, уже не является объектом моего исследования. В итоге, через год, когда пыль улеглась, Лобачевскому за его старания была объявлена высочайшая благодарность лично от императора и пожалован драгоценный перстень с бриллиантом. Вполне заслуженно, ведь если бы не он, то для Казанского университета эпидемия холеры действительно могла обойтись куда большей ценой. Так Николай Иванович развивал университет и старался оберегать его от неприятностей. Но у кого-то, возможно, уже возник вопрос: а что с личной жизнью нашего героя? Неужели ничего, кроме университета, его не интересовало? В моих рассказах истории о достижениях знаменитых деятелей науки всегда переплетаются с непростыми обстоятельствами их мирской жизни. А тут-то что? На самом деле, до этого момента рассказывать, в общем-то, было и не о чем. Свое детство и юность наш герой провел окруженный бедностью и лишениями. Он всегда был стеснен в средствах, и нетрудно предположить, что он мечтал вырваться из этой бедной жизни. И вот сразу же после получения звания профессора и назначения ему достойного жалования он начал вести куда более широкий, можно сказать, светский образ жизни. Он начал активно заводить знакомства, интересоваться культурой и искусством, а с назначением его на должность ректора в 27 году и вовсе попал в ту часть казанского общества, которая сама себя называла аристократией. В этих кругах вскоре после эпидемии холеры Николай Иванович повстречал молодую девушку Варвару Алексеевну Моисееву, принадлежавшую к одному из самых влиятельных дворянских семейств в Казани. Варвара была на 20 лет моложе нашего героя и по описаниям была высокой брюнеткой с бездонными черными глазами и ярким даже вспыльчивым характером. Обстоятельства их знакомства нам неизвестны, но очень быстро между ними вспыхнул роман, и уже 16 октября 1832 года без малого 40-летний Лобачевский взял в жены 19-летнюю Варвару Алексеевну. Можно, конечно, предположить, что Лобачевский сделал ставку на ее богатство, но из воспоминаний общих друзей мы видим, что они действительно любили друг друга и были счастливы в браке. Мрачный, вечно задумчивый Николай Иванович и веселая, немного легкомысленная Варвара хорошо дополняли друг друга, а противоположности их характеров лишь укрепляли эти отношения. Иногда, конечно, их полярные натуры сталкивались, и вспыльчивая Варвара могла долго и энергично спорить с супругом, который молча выслушивал ее, нахмурив брови. Однако, дождавшись небольшой паузы, Николай Иванович спокойным и тихим голосом произносил: «Ты закончила? Хорошо, дорогая, теперь послушай, пожалуйста, мое мнение». На этом их споры, как правило, и заканчивались, но такие столкновения действительно были редкостью, и большинство друзей семьи характеризовали их как искренне любящих друг друга супругов. Через год Варвара Алексеевна родила первого ребенка, и за годы совместной жизни в семье появилось целое множество детей. Не все из них дожили до совершеннолетия, ведь, как мы помним, детская смертность в те годы была колоссальной. Однако история запомнила 4 сыновей и 3 дочерей Лобачевских. Старший сын Алексей был любимчиком отца и во многом был на него похож, как внешне, так и характером. Но все же не стоит думать, что остальных детей он обходил своим вниманием. Николай Иванович самостоятельно учил их грамоте на дому, а когда мальчишки подросли, пристроил их всех в свой университет. Если у кого-то успела мелькнуть мысль об устройстве на учебу по знакомству, то, поверьте, вы бы не хотели таких привилегий. К своим детям он относился намного строже, чем к рядовым студентам, и спрашивал с них не только в учебное, но и в свободное личное время. Каждая шалость, каждая пропущенная лекция или ошибка на экзамене стоила детям настоящего стресса. Как-то раз отец принимал экзамен по математике у среднего сына Николая, и тот срезался на дифференциальном исчислении. Билет он не знал, и на вопросы отца при всей аудитории отвечал наобум.
Николай Иванович сразу же все понял и после очередного бессмысленного ответа добродушно улыбнулся и сказал: «Молодец, сынок, хорошо сказано», после чего поставил ему единицу и отправил на пересдачу. Таких случаев было много, и далеко не всегда отец был справедлив к своим сыновьям. Это было заметно даже со стороны, и если в домашних условиях за них старалась заступаться мать, то в стенах университета уже профессора пытались организовать занятия так, чтобы сыновей Лобачевских экзаменовал кто угодно, лишь бы не их отец. Порой его специально старались немного задержать какими-то сторонними делами, чтобы сыновья успели отстреляться перед комиссией до того, как успеет прийти их отец. Но все же это лишь одна сторона. Хоть Николай Иванович строго выговаривал детей за их проступки, к их успехам он относился с большим уважением и каждый раз старался их поощрять. Есть один забавный эпизод, дошедший до нас через воспоминания одного из сыновей. Как-то раз отца задержали на работе, и когда он приехал домой, услыхал веселые песни в комнате брата. Отворив дверь, он увидел его в компании нескольких студентов в рубашках без мундиров, в облаках дыма, с массой бутылок на столе. «Экзамен был?» – строго спросил отец. «Был», – весело отвечал брат. «Выдержал?» «Точно так, папенька. Сегодня я праздную с товарищами наш переход на 3-й курс. Кто экзаменовал? Профессора Попов и Савельев. Я брал 2 билета и получил 5. В этот момент брови отца выпрямились, и на лице мелькнула легкая улыбка. «Ну, сынок, извини. Сам не успел прийти. Задержали. Продолжайте, господа, я вам не мешаю. Отдохните, погуляйте. Скоро опять за работу». Отец вышел из комнаты, подозвал меня, дал 3 рубля и приказал передать их брату, а сам сел в экипаж и уехал. Николай Иванович с пониманием относился к юношеским порывам и студентов, и своих детей. Он помнил свою молодость и старался не загонять молодых людей в рамки строгих запретов, когда нельзя вообще ничего. К тому же, когда случались, скажем так, внешние конфликты, Лобачевский всегда принимал сторону своих подопечных и защищал их от каких-либо жалоб или донесений со стороны горожан, даже в тех случаях, когда его питомцы действительно были неправы. Так наш герой относился к вверенной ему задаче заботиться об университете и был готов защищать его и студентов как от мелких неприятностей, так и от крупных бедствий, типа эпидемии холеры. И это не единственный пример, когда Николай Иванович сыграл ключевую роль в спасении университета во время бедствий, настигавших Казань. Забегая вперед, можно рассказать об инциденте, произошедшем через 12 лет после холеры, когда Казань охватил один из самых разрушительных пожаров за всю ее историю. Город, преимущественно состоявший тогда из деревянных построек, открытый действию ветров, уже не раз становился жертвой огня, но пожар, начавшийся 24 августа 1842 года, сложно было даже вообразить. Возгорание началось примерно в 10 утра в доме купца Щербакова на улице Большая Проломная, ныне улица Баумана. Огонь распространился моментально и по причине сильного ветра быстро перекинулся на соседнее здание, а к вечеру горело уже полгорода. Университетский городок не стал исключением, и борьбой с бушующим пламенем руководили лично Мусин Пушкин и уже 50-летний Николай Лобачевский. Они мобилизовали студентов, и пока одни пытались тушить уже загоревшиеся учебные корпуса, другие спасали научное оборудование. Так, несмотря на то, что здания астрономической и магнитной обсерватории сгорели полностью, все инструменты удалось спасти. Просто представьте, что это такое – по-быстрому демонтировать и вынести обсерваторский телескоп. Однако еще более угрожающе обстояли дела с университетской библиотекой. Здание уже начинало гореть, но вынести несколько десятков тысяч томов было
попросту невозможно. Не хватило бы ни людей, ни времени. Самые ценные и редкие книги вынесли, да, но это лишь капля в море, и решающую роль здесь сыграли студенты, тушившие библиотеку под прямым руководством Лобачевского. Благодаря их стараниям в здании сгорело только крыльцо да несколько окон, и по итогу из всего библиотечного собрания пострадало лишь 43 книги. А ведь дело могло обернуться настоящей катастрофой, ведь представьте, что могло бы произойти при контакте огня с большим количеством бумаги. В борьбе с бушующим пожаром, очаги которого возникали то тут, то там, прошел весь день и вся ночь. И, скорее всего, дело обернулось бы полным уничтожением университета и всего города целиком, если бы наутро ветер не стих и распространение пламени не остановилось. В итоге за сутки большая часть Казани была уничтожена. Полностью сгорело около 1300 зданий, а ущерб исчислялся миллионами рублей. На фоне этого 2 сгоревшие обсерватории и парочка поврежденных корпусов университета выглядели совсем незначительным ущербом, который оценили в 50 тысяч рублей. И тут как раз и пригодились те самые деньги, которые Лобачевскому удалось сэкономить на стройке. Помните, я говорил о них ранее? Эти средства пошли на ликвидацию последствий пожара и на строительство новой обсерватории, которая была вновь открыта уже через 2 года. В итоге Николаю Ивановичу за самоотверженную борьбу с таким разрушительным бедствием вновь была выражена высочайшая благодарность императора. И в том же году за 30-летнюю беспорочную службу ему было пожаловано звание статского советника и орден святого Владимира III степени. Таким вот ректором был наш герой. И холеру на скаку остановит, и в горящую библиотеку войдет. Может, конечно, показаться, что речь идет о каком-то сверхчеловеке. Он и тут спас, и там выручил, и вот здесь вот все починил. Но Лобачевский на самом деле любил университет, с которым связал всю свою жизнь. Ему действительно было не все равно, и так ярко он выделяется в том числе и потому, что его предшественниками были коррупционеры и самодуры. Приводя все эти свидетельства, я опирался не только на его слова, но и на показания коллег и подчиненных, которые его по-настоящему ценили, уважали и были ему благодарны. Тот самый университетский совет, некогда прославившийся своим интриганством и скандальностью, переизбирал Лобачевского на должность ректора 6 раз. Это ли не показатель признания его заслуг на этой должности? К тому же, помимо упомянутых достижений, было много чего еще. Я бы просто утомил бы вас этим перечислением, а потому остановился на самом главном. Единственный момент, стоящий отдельного дополнительного упоминания, заключается в том, что Лобачевский организовал печать первого научного журнала Казанского университета. До этого момента университетская типография выпускала лишь газеты для широкого круга читателей и отдельные учебные пособия. Но ничего такого, что прославляло бы университет как обитель настоящих исследователей, там не печаталось. Лишь с 1834 года в свет стали выходить научные записки Императорского Казанского университета, и этот журнал имеет для нас особое значение, ведь именно в нем Николай Иванович Лобачевский опубликует свои гениальные научные работы. Евклидовы начала, несмотря на глубокую свою древность, несмотря на блистательные успехи наши в математике, сохранили до сих пор первобытные свои недостатки. В самом деле, кто не согласится, что никакая математическая наука не должна начинаться с таких темных понятий, с каких, повторяя Евклида, начинаем мы геометрию?
Первые понятия, с которых должна начинаться какая-нибудь наука, должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу. Тогда только они могут служить прочным и достаточным основанием учения. Работы Николая Ивановича, описывающие неевклидову геометрию, берут свое начало одновременно с падением Магнитского. Буквально через несколько месяцев после отставки злобного попечителя наш герой представил физико-математическому факультету свой доклад под названием «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных линиях», в котором основные принципы новой геометрии уже были сформулированы. Как именно Лобачевский пришел к этим идеям, мы достоверно не знаем. Судя по всему, это произошло в эпоху Магнитского, но в такое время любые прогрессивные работы приходилось прятать в стол, так что путь мысли нашего героя детально отследить не получится. Историки предполагают, что Николай Иванович, глядя на свои или чужие попытки доказать пятый постулат от противного, постепенно пришел к выводу, что тут кроется нечто большее. Что и если его вообще невозможно доказать? Математики всего мира бесконечно ходят по замкнутому кругу и снова упираются лбом в эту стену. Прямые должны пересекаться. А что если не должны? Что если попробовать построить геометрию без пятого постулата? Просто не учитывать это правило, которое будто бы настолько ограничивает, и посмотреть, что из всего этого получится. Что ж, кроличья нора оказалась очень глубока. Николай Иванович попробовал сделать геометрические построения без учета постулата, и стоило лишь перешагнуть через него, как обнаружилось не просто парочка новых теорем и аксиом, а настоящая геометрическая система, цельная, логичная и не противоречащая самой себе. Пятый постулат оказался ширмой, за которой скрывался целый новый мир. Геометрическая Нарния, если хотите, со своими внутренними законами и правилами. Эту систему мы сейчас называем геометрия Лобачевского, но тогда наш герой назвал ее воображаемая геометрия. Тут, наверное, нет простого объяснения, так что постараюсь кратко изложить ее основы как есть. Вот смотрите, у нас есть две прямые. При каких условиях мы можем назвать их параллельными? При условии, что они не пересекаются. Если мы учитываем пятый постулат, то параллельность будет соблюдаться, если перпендикуляр к одной прямой будет пересекать вторую также под прямым углом. Это называется угол параллельности, и у Евклида он равен 90 градусов. Но теперь давайте вообразим, что пятого постулата просто не существует, и угол параллельности может быть меньше, чем 90. Тогда в заданной точке, не лежащей на этой прямой, у нас образуется целый диапазон углов, внутри которого мы можем проводить бесконечное количество прямых, не пересекающих первого. Согласно пятому постулату, мы обязаны продолжить прямые, пока они не пересекутся. Но что если не обязаны? Что если речь идет, например, о какой-то замкнутой локальной системе, которой просто не хватит для продолжения линий? Или если место их пересечения будет от нас бесконечно далеко? На первый взгляд звучит как бред, что успело перерасти в целый мем. Якобы в системе Лобачевского параллельные прямые могут пересекаться, но это не совсем так. Согласно такому построению, все эти прямые, что мы провели в диапазоне углов, параллельны первой, да, но они не параллельны друг другу. Суть определения параллельности ведь не в угле, а в том, что они не пересекаются. И в геометрии Лобачевского это условие выполняется. Здесь кроется первая особенность такой геометрии, отличающая ее от евклидовой. Несколько прямых могут быть параллельны одной прямой, но не быть параллельны друг другу. Звучит удивительно и как будто бы абсурдно, но тут нет никаких внутренних противоречий. Николай Иванович построил такую систему, при которой линии в заданном диапазоне действительно не пересекаются, либо из-за локальной ограниченности плоскости, либо, если эта самая точка, где линии должны сойтись, бесконечно удалена и фактически недостижима. Теория параллельных линий оказалась намного глубже, если не смотреть на нее только через призму Евклида.
Тут можно удариться в сравнение со сферической геометрией, где параллельных линий большого круга вообще не существует, но я боюсь вас запутать этим отхождением в сторону. В общем, Лобачевский посмотрел на это и решил, а кто мне запретит? Если вообразить, что пятого постулата нет, то можно получить очень много интересных следствий, которые открывают целый неевклидовый ящик Пандоры. Например, еще со школы мы знаем, что сумма углов любого треугольника равна 180 градусов. Но это согласно Евклиду. В той же сферической геометрии сумма будет больше. Так, в равностороннем треугольнике все углы будут равны 90 градусов. Но что если сумма углов будет меньше, чем 180? Тогда мы получим вот такую фигуру, которую сейчас называют треугольник Лобачевского. И примечательно, что чем больше будет треугольник, тем меньше у него будут углы. Отсюда вытекает еще одно следствие. В такой геометрии не существует подобных треугольников. Согласно Евклиду, мы можем начертить любой треугольник, а рядом начертить больший, но с такими же точно углами. Это будет называться подобный треугольник. Однако в геометрии Лобачевского, если мы попытаемся сделать то же самое, то у нас ничего не получится. Углы у треугольников будут отличаться. Чем больше треугольник, тем меньше будут его углы. И так дело может дойти до бесконечно большого треугольника, у которого углы будут равны 0 градусов. Отсюда еще один вывод. В такой геометрии, чтобы вычислить площадь треугольника, нам нужно знать только лишь размеры его углов. Из всего этого получается, что если просто не учитывать пятый постулат, то это приводит к необычным следствиям, которые в свою очередь имеют свои следствия, а те свои. И так, как снежный ком. Или если вспомним мое сравнение геометрии с деревом, то при замене основания, корня самого растения, у нас вырастет совсем другое дерево. Один маленький шажок для математика стал огромным шагом для всей науки математики. И пусть Николай Иванович изначально руководствовался принципом «а почему бы и нет?», но это привело его к открытию целой области геометрии. При этом, хоть он и называл ее воображаемая геометрия, как оказалось позже, она прекрасно реализуется в реальности на гиперболических поверхностях, например, на чипсиках. То есть на седловидных поверхностях параболического гиперболоида, как сейчас говорят, поверхности отрицательной кривизны. Отсюда уже вытекают такие понятия, как плоскость Лобачевского, пространство Лобачевского, псевдосфера, много чего еще, и, наверное, нет смысла перечислять все. Моя задача не столько объяснять всю геометрию Лобачевского, сколько описать историю этого открытия. Главное в том, что Николай Иванович ощупью набрел на целую область науки, ранее неизвестную, и принялся ее изучать всеми доступными ему средствами. Ламберт был близок, но так и не пересек этой черты, а Лобачевский смело через нее перешагнул и стал первооткрывателем в этой области. Но, как я сказал, связь геометрии Лобачевского с гиперболоидами будет обнаружена позже, а тогда Николай Иванович просто вывел новую геометрию, не особо ссылаясь на кривизну поверхности и даже не давая каких-либо углубленных визуальных моделей. Он просто описал, что геометрия в теории может строиться подобным образом, но и стоит ли удивляться, что большинство современников его не поняли. Как я сказал, эти взгляды Николай Иванович изложил во время своего доклада физико-математическому факультету Казанского университета 23 февраля 1826 года, что официально считается днем открытия неевклидовой геометрии. Однако комиссия, которая рассматривала этот доклад Лобачевского, отнеслась к сказанному, мягко говоря, скептически, и, дабы не выступать с критикой своего коллеги, решила вообще не давать никакого заключения касаемо доклада, будто бы его никогда и не было. Спасибо, конечно, за это одолжение, но Лобачевский вообще-то надеялся опубликоваться хотя бы в этот раз. Но нет, работу снова завернули, и до сих пор дальнейшая судьба рукописи нам неизвестна. Лишь через 3 года, в 29-м, уже уверенно чувствуя себя на посту ректора, Николай Иванович без всяких разрешений опубликовал работу о началах геометрии, где изложил основные тезисы доклада и своих изысканий в целом.
Спустя столько лет ему наконец-то удалось предоставить широкой публике свое открытие, но реакция на эту работу оказалась, как бы это сказать помягче, ужасной. Положительных отзывов не последовало вообще. Зато через какое-то время в петербургском журнале «Сын Отечества» появилась анонимная рецензия, подписанная инициалами «СС». Ну как рецензия? Скорее, издевка. Есть люди, которые, прочитав иногда книгу, говорят: она слишком проста, слишком обыкновенна, в ней не о чем подумать. Таким любителям думания советую прочесть «Геометрию» господина Лобачевского. Вот уж подлинно есть о чем подумать. Многие из первоклассных наших математиков читали ее, думали и ничего не поняли. Трудно понять, каким образом господин Лобачевский из геометрии мог сделать такое тяжелое, такое темное и непроницаемое учение, как какая-то воображаемая геометрия. Почему бы тогда не вообразить черное белым, треугольное четырехугольным, а один и тот же интеграл равный то пи, то бесконечности? Но спросят, зачем писать, да еще и печатать такие нелепые фантазии? Признаюсь, ответить на этот вопрос трудно. Автор нигде не намекнул на то, с какой целью он написал сие сочинение, которому столь недостает здравого смысла. С большой вероятностью заключаю, что истинная цель, для которой господин Лобачевский сочинил и издал свою геометрию, есть просто шутка, или лучше сатира на ученых-математиков. Но тогда почему бы вместо заглавия о началах геометрии не написать, например, сатира на геометрию, карикатура на геометрию или что-нибудь подобное? Тогда бы всякий с первого взгляда видел бы, что это за книга, и автор избежал бы множества невыгодных для него толков и суждений. Хорошо, что мне удалось проникнуть в настоящую цель, с которой написана эта книга. Теперь же я думаю, что почтенный автор сочтет себя мне обязанным за то, что я показал истинную точку зрения, с которой стоит смотреть на его сочинение. Да, примерно вот такая реакция последовала на открытие новой геометрии. А вы думали, анонимные тролли появились только с изобретением интернета? Ну да. Хочется, конечно, спросить, а кто написал сей потрясающий своей мерзотности пасквиль? Стопроцентной уверенности нет, но историки сходятся в предположении, что это совместная работа двух петербургских академиков – Стефана Бурачика и Семена Зеленого, что и объясняет подпись «СС» – Стефан и Семен. Абсолютной уверенности, как уже сказано, нет, но лучшей версии мы просто не располагаем. Да это, наверное, уже и не важно. Статья была издана. Это, в свою очередь, серьезно задело Николая Ивановича, и он направил свой ответ на эту, с позволения сказать, критику в редакцию «Сына Отечества», но ее просто не стали публиковать. В 41-м номере журнала «Сын Отечества» напечатана критика, весьма оскорбительная для меня и совершенно несправедливая. Рецензент основал свой отзыв на том, что он моей теории не понял и почитал ее ошибочной, потому что в примерах встречает один нелепый интеграл. Впрочем, такого интеграла не нахожу я в моем сочинении. В ноябре месяце прошлого года послал я к издателю ответ, который, однако ж, не знаю почему, до сих пор не напечатан. Так эта история и закончилась ничем. Однако были и вполне открытые атаки на работу нашего героя. Например, от лица известного русского математика Михаила Остроградского. Академия наук Петербурга поручила ему провести анализ начал геометрии Лобачевского, и на ближайшем заседании академиков Остроградский заявил, что работа эта была выполнена с таким малым старанием, что большая ее часть непонятна, а посему это сочинение господина Лобачевского не заслуживает никакого внимания Академии. В общем, современники не поняли новую геометрию, но почему? Неужели Николай Иванович изъяснялся настолько непонятным языком? Ну, в некоторой степени можно сказать и так. Биографы почти в один голос утверждают, что Лобачевский излагал свои идеи слишком уж сжато и недостаточно визуализировал сложные моменты своей теории. Действительно, визуальных схем в работах Лобачевского кот наплакал, отчего они выглядели не очень-то наглядно, хотя в тех же началах Евклида чуть ли не на каждой странице приводятся графики с пояснениями.
С одной стороны, справедливое замечание. С другой, это равносильно тому, чтобы предъявлять Николаю Копернику, что он не изложил в своей гелиоцентрической модели общей теории относительности. Это новое учение, новая теория, и Лобачевский был в ней первопроходцем. Логично предположить, что с первой же попытки изложить модель на все 100% не получится. Помимо этого, наш герой пользовался таким геометрическим подходом, который будет больше понятен нынешним математикам, нежели современникам Лобачевского. Его логика при построении теорий слишком обгоняла свое время, а потому неудивительно, что математики начала XIX века его не очень-то поняли. Спустя почти 2 столетия это, конечно, может звучать как комплимент, мол, прогрессивные методы, взгляд в будущее и вот это вот все, но тогда это во многом помешало Николаю Ивановичу убедить своих коллег. Лобачевский при этом понимал, что не очень доступно изложил свою теорию и решил это исправить новым сочинением, опубликованным им в 1835 году во вновь созданном им журнале «Ученые записки Казанского университета». Работа так и называлась «Воображаемая геометрия» и, по сути, повторяла предыдущий мемуар нашего героя, но представляла собой куда более развернутое изложение. Он пытался заново дать более убедительное доказательство того, что его воображаемая геометрия не содержит в себе противоречий и является полноправной частью всего геометрического учения. Воображаемая геометрия обнимает употребительную геометрию как частный случай, к которому переходим, принимая линии бесконечно малыми. Так что в этом отношении употребительная геометрия может быть названа геометрией дифференциальной. Однако и этот мемуар не включал в себя убедительных для современников доказательств. Реакция была столь же холодной, спасибо хоть без издевательских рецензий обошлось. Тот же эффект оказало и следующее, самое полное сочинение Лобачевского «Новые начала геометрии», опубликованное в научных записках в 1938 году. Там все было изложено еще подробнее, но теперь посыпалась критика, мол, много воды, много ненужных и очень запутанных вычислений, и под толстым слоем расчетов и размышлений самой сути и не видно. Как бы наш герой ни пытался, соотечественники его не понимали и в лучшем случае игнорировали его открытие. В то же время его заслуги в качестве ректора ценились высоко, и, например, в 1838 году ему даже был пожалован дворянский титул и право на собственный герб, но его научные изыскания все так же встречали ледяным молчанием. Тогда Николай Иванович решил опубликовать свои взгляды в общих чертах за границей. Уж тамошние светила науки должны его понять. Результатом стала брошюра «Геометрические исследования по теории параллельных линий», изданная в 1940 году в Берлине, соответственно, на немецком языке. На 4 листах Николай Иванович коротко изложил тезисы воображаемой геометрии, не углубляясь в расчеты, и сделал отсылку к предыдущим своим мемуарам. Это было верное решение, которое приведет к успеху, но, опять же, позже. В моменте реакция была почти такая же, как на родине, и очередная анонимная рецензия, теперь уже от немецких ученых, не заставила себя ждать. Автор желает построить свою собственную науку, которую он называет воображаемой геометрией, основы которой изложены в настоящей брошюре. Однако его принципы и вытекающее из него предложение, что параллельные линии чем дальше будут продолжаться, тем больше будут сближаться, уже достаточно характеризует это сочинение и освобождает рецензента от какой-либо дальнейшей оценки. Мол, у тебя параллели сближаются, все с тобой понятно. Но что отличает эту оценку от того же Пасквиля в «Сыне Отечества», это то, что рецензент явно понял суть теории и критикует Лобачевского, скажем так, по фактам. Он не высмеивает нашего героя, но говорит о его изысканиях с таким пренебрежением, что оттого даже обиднее. Однако эту работу заметил еще один видный математик того времени, чье имя уже один раз прозвучало в моем рассказе – Карл Фридрих Гаусс.
Великий немецкий математик-универсал, оставивший настолько большой след в истории науки, что еще при жизни был наречен королем математики. Он в свое время тоже учился у профессора Бартельса, правда, эта его связь с Лобачевским, по сути, мало в чем проявилась. Гаусс многие свои работы посвятил геометрии. В частности, он был основоположником дифференциальной геометрии и всяческого изучения геометрии поверхностей с помощью математического анализа. Также он был знаком и с основами неевклидовой геометрии. Правда, познакомился с ней не столько сам, сколько через двух других немецких математиков – Карла Швейкарта и его племянника Адольфа Тауринуса. Сначала дядя, затем и племяш, они разрабатывали подобную систему, независимо от Лобачевского, которая получила у них название «астральная геометрия». И Швейкарт, и Тауринус присылали Гауссу свои работы на оценку, и в целом тот отнесся к ним положительно и даже предложил несколько новых идей. Однако публично об этом Гаусс решил не высказываться и попросил коллег в своих сочинениях на него не ссылаться. Тут, конечно, хочется спросить, а почему Гаусс решил отгородиться от неевклидовой геометрии? Почему он всю жизнь избегал публичной ее поддержки и только обсуждал эти вопросы в личной переписке с узким кругом лиц? Есть мнение, что он побоялся выступать в защиту нового учения, опасаясь, что его не поймут, подвергнут критике, и это может разрушить его блестящую репутацию короля математики. Закончилось это сочинением Тауринуса «Первые элементы геометрии» от 1826 года, где он все же сослался на Гаусса, точнее, предложил ему публично высказаться по обсуждаемому вопросу. Гаусса очень разозлило, что молодой ученый не выполнил его просьбы не ссылаться, и на этом оборвал всякое общение с ним. В итоге те немногие математики, что увидели это сочинение, полностью его проигнорировали, и это сильно ударило по Тауринусу, который в сердцах сжег все оставшиеся экземпляры своей книги и больше никогда об этом не писал. Сохранился лишь один экземпляр его сочинения, из которого мы узнаем, что по большей части предшественник Лобачевского подходил к этому вопросу немного с другой стороны и в своих поисках зашел не так уж далеко. В основном он описывал тригонометрические тонкости, и по своей сути астральная геометрия есть лишь очертание новой науки, вполне явное, но далеко не столь глубоко описанное, если сравнивать с сочинениями Лобачевского. И вот на дворе 1840 год. В Берлине выходит в свет брошюра Лобачевского и попадает в руки Гауссу, который заинтересовался этим настолько, что решил выучить русский язык и прочитать другие работы Лобачевского. Я начинаю читать по-русски с некоторой беглостью и извлекаю из этого большое удовольствие. Мне прислали маленькую, написанную на русском языке, работу Лобачевского. И благодаря ей и еще одному маленькому сочинению на немецком языке, о котором писали совершенно глупые заметки, мною овладело большое желание прочесть побольше сочинений этого остроумного математика. Через немецких математиков, живших в России, он раздобыл несколько томов ученых записок Казанского университета и прочитал основные сочинения нашего героя. Гаусс был впечатлен, причем настолько, что выдвинул кандидатуру Лобачевского на включение его в Геттингенское королевское научное общество в качестве почетного иностранного члена. Это было воплощено в жизнь в 1842 году, и вскоре Лобачевский с Гауссом даже обменялись приветственными письмами. Но, судя по всему, саму математику они не обсуждали. И опять же, о своем отношении к неевклидовой геометрии Гаусс публично ничего не заявил. Все, что мы знаем о его мнении по этому вопросу, выясняется из частных переписок, обнаруженных лишь позже. Мне известно, что один русский профессор из Казани, Лобачевский, вступил на подобный путь. Он называет неевклидову геометрию воображаемой, подобно тому, как Швейкарт называет ее астральной. Лобачевский выпустил о ней много трудов, которые мне удалось прочитать
и на которые пишут совершенно нелепые уничтожающие рецензии, которые для сколько-нибудь понимающего читателя покажутся работой совершенно несведущего человека. С тех пор, как мне представилось ознакомиться с маленькой брошюрой Лобачевского на немецком языке, я должен произвести весьма положительное суждение о ней. Она заключает гораздо больше сжатости и точности, чем более крупные сочинения Лобачевского, которые напоминают скорее запутанный лес, через который трудно пройти, не познакомившись с каждым отдельным деревом. Спасибо большое, конечно. Жалко, что не заступился, пока базированные геометрии уничтожали критикой нашего героя. Однако в этом запутанном клубке был еще один персонаж, упоминание которого требует историческая справедливость. Этим человеком был János Bolyai, венгерский математик, родившийся на 10 лет позже Лобачевского. János был также сыном математика Вольфганга Bolyai, который когда-то учился вместе с Гауссом. И вот János, проявив с малых лет тягу к математике, в один момент взялся доказывать пятый постулат от противного, и точно так же, как и Лобачевский, набрел на целую область в геометрии. Он составил сжатое изложение обнаруженных им закономерностей, которое было опубликовано в 1832 году, как приложение к большому трактату его отца, и потому получившее название «Аппендикс». Однако отец не оценил изыскания сына, и между ними вспыхнул острый спор, который они решили тем, что отправили аппендикс на суд Гауссу. Тот быстро откликнулся положительной оценкой, но добавил, что эти вещи ему уже давно известны, и хвалить эту работу значит хвалить самого себя, чего он в публичном поле делать, конечно же, не будет. В итоге аппендикс встретили гробовым молчанием, и это просто уничтожило молодого Jánosa. Однако самый жестокий удар был у него впереди. В 1941 году к нему в руки попадает немецкая брошюра Лобачевского, в которой было буквально все то же самое. Вот только там было указано, что Лобачевский впервые опубликовал эти взгляды еще в 1829 году, то есть за 3 года до публикации аппендикса Jánosa. Получается, что этот, взявшийся из ниоткуда Лобачевский, опередил его и увел из-под носа приоритет в столь важном открытии, пусть пока что неоцененном. Bolyai-младший пришел в бешенство и не смог придумать ничего лучше того, что вообще никакого Лобачевского не существует. Это псевдоним Гаусса, который вот так вот украл его гениальную работу и задним числом присвоил себе его открытие. Стоит ли говорить, что попытки доказать это ни к чему не привели, и János Bolyai войдет в историю математики как открыватель неевклидовой геометрии, но под номером 2. Вообще, вы, возможно, обратили внимание на то, что Гаусс каждый раз пишет, что все эти неевклидовые штуки-дрюки ему уже давно известны. О его приоритете тут речи, конечно же, не идет, потому что при жизни по этому вопросу он ничего не опубликовал. Однако есть такое мнение, что и Лобачевский, и Bolyai, еще будучи юнцами, узнали о неевклидовой геометрии именно от Гаусса и просто развили его гениальное открытие. Николай Иванович узнал об этом через профессора Бартельса, который был учителем Гаусса, János через своего отца, который учился вместе с Гауссом. Но на самом деле такое предположение не выдерживает никакой критики, потому что Бартельс пересекся с Гауссом еще когда тот был совсем зеленым юнцом, а Bolyai-старший и вовсе выступал против неевклидовой геометрии, так что странно предполагать, что он передал сыну учение, противником которого он и сам является. Но зачем тогда Гаусс каждый раз говорил, что это его идеи, но при этом публично ничего не заявлял? На этот вопрос ответить сложно. Может быть, он хотел закрепить свой приоритет на случай, если идеи внезапно выстрелят. Может, просто хотел выглядеть всезнайкой, а может, у него действительно были собственные соображения, которые, впрочем, так и не были выражены на бумаге. Сейчас мы знаем, что он много писал о кривизне поверхностей, но касательно именно пятого постулата, то даже среди его черновиков ничего по этой теме найдено не было. И теперь давайте все же вернемся к Лобачевскому.
В общем, в немецкой среде 4-страничную брошюру Николая Ивановича восприняли также холодно, и в итоге, кроме молчаливых сочувствующих, он не добился там ничего. Тем не менее, он все равно не отступился от этих идей, и пока одни писали в стол, другие сжигали свои сочинения, а третьи безучастно наблюдали за ситуацией, наш герой до последнего открыто выступал за истинность новой геометрии, что лишь разрушало его репутацию как ученого. Неполное отсутствие поддержки, ни оскорбительные рецензии не сломали его, не заставили отказаться от своих слов, и до самых последних лет жизни он оставался один в этой борьбе за новое учение. Я 40 лет служил Отечеству и не щадил ни трудов, ни здоровья своего. Приемлю смелость думать, что долголетняя служба моя, продолжительные ученые труды и обстоятельства моего здоровья обратят милостливое внимание государя-императора на затруднительное мое положение. Таким был непростой путь научной деятельности Николая Ивановича Лобачевского. С одной стороны, обожаемый педагог и заслуженный деятель университета, с другой – непризнанный гений в области науки, одно только существование которой уже оспаривалось. Его уважали как преподавателя, но одновременно высмеивали как ученого, и эти удары он принимал с тяжелым сердцем. Однако на 6-м десятке в жизни нашего героя началась настоящая черная полоса. Когда Николай Иванович женился на Варваре Алексеевне, она принесла значительное приданое в виде большого 3-этажного дома в Казани и 3 небольших имений в разных губерниях. Управлять всем этим было, откровенно говоря, неудобно, и Лобачевские решили большой дом сдать в аренду, мелкие имения продать, а на вырученные средства приобрести одно большое вблизи Казани. Они присмотрели небольшую деревню Беловолжская Слободка на берегу Волги, и после заключения сделки Николай Иванович занялся обустройством своего нового загородного жилья, в котором вся семья Лобачевских проводила большую часть свободного времени. Он выстроил дом, флигель, несколько амбаров, конюшни и скотный двор. Великий математик обнаружил в себе тягу к сельскому хозяйству и с полной отдачей занялся выращиванием зерновых культур, разведением цветов и высаживанием деревьев. Это занятие стало для него настоящей отдушиной, способом отвлечься от университетской суеты и напряженных математических изысканий. В итоге за несколько лет он обустроил прекрасный сад и кедровую рощу, организовал оранжерею, выстроил мельницу и плотину на местной речушке. Из воспоминаний его сына Николи мы можем увидеть, с каким интересом наш герой отдался этому новому делу. По своему плану он выстроил оранжерею и теплицу. На площади между 2 гор и оврагов, покрытых лесом, развел он прекрасный сад, как страстный любитель растений, из которого мы пользовались прекрасными букетами, яблоками всевозможных пород, смородиной и холодной ключевой водой. А вскоре отец задался мыслью устроить другую плотину, почти в самой деревне, чтобы, задержав бегущие с гор ключи, построить 2-ю мельницу. Схожим образом описывает Слободку и старшая дочь Варвара, которая отмечает, что отец превратил овраги и пустыри в цветущие красивые места. Однако у этой прекрасной деревенской жизни Лобачевского была и обратная сторона, крайне неприятная. Все эти хлопоты потребовали просто колоссальных денежных трат, но при этом дохода от поместья не было почти никакого. Как бы Николай Иванович не пытался удобрять землю, сельскохозяйственные культуры не приживались в глиняной почве, а плотина, на которую он потратил так много времени и средств, в итоге была прорвана потоком воды и потребовала еще более дорогостоящего восстановления. Лобачевский постепенно погружался в долги, но это еще полбеды. Поместье в Слободке еще не было оплачено. И главной причиной этому был брат жены Иван Великопольский.
Он занимался продажей мелких имений Варвары Алексеевны, и вырученные деньги, на которые должна была быть оплачена слободка, временно хранились у него. Но вот проблема. Великопольский, помимо всего прочего, был заядлым картежником, и как любой азартный игрок без чувства меры, он не раз оказывался по уши в долгах. И вот, проигравшись в очередной раз, он поставил на кон доверенные ему деньги Лобачевских и очень быстро проиграл и их тоже. Если вы думали, что на этом все, то вы недооцениваете масштаб игромании Великопольского. Знаете эти ситуации, когда должник обещает, мол, я скоро все верну, но прямо сейчас я на мели, а потому займи еще. Вот и здесь произошло ровно то же самое. Чтобы отыграться и вернуть долг, брат занял у сестры еще денег, обещаясь вернуть все с процентами, но, разумеется, проиграл и их. Как там это сейчас называется? Лудомания? В общем, слободку было просто нечем оплачивать, и Николаю Ивановичу пришлось заложить в банк все поместье, что окончательно загнало семью в долги. И, как известно, долговые ямы выкапываются очень легко, а вот выбраться из них порой просто нереально. Первое время Лобачевскому удавалось хотя бы рассчитываться по процентам, но тут начались неприятности с другой стороны – в университете. В 1845 году Мусин-Пушкин пошел на повышение и стал попечителем уже Петербургского учебного округа. Должность казанского попечителя стала вакантной, и все указывало на то, что ее займет Лобачевский. Ведь кто же еще мог быть более всех прочих достоин этого звания? Это действительно было бы закономерным следующим шагом в карьере нашего героя. И то, что министерство таки поручило ему все эти обязанности, пока что без официального вступления в должность, лишь подогревало надежды Николая Ивановича. Лобачевского назначают временным управляющим Казанского учебного округа с обещанием в кратчайшие сроки решить вопрос с его утверждением в постоянной должности. Он с головой уходит в выполнение обязанностей попечителя в надежде на скорое полноценное назначение. Однако через 2 года случается неожиданное. Вместо Лобачевского попечителем округа назначается атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Прокофьевич Молоствов, а нашего героя утверждают в роли помощника попечителя. Почетной, но скорее номинальной должности, без каких-либо реальных полномочий. Что-то типа консультанта, к советам которого можно прислушиваться, а можно и не прислушиваться. Очень обидно, Лобачевский надеялся на это повышение. Но ладно, это еще можно было пережить. Как говорится, не жили хорошо, нечего и начинать. Однако помимо этого, наш герой раньше положенного срока был уволен от должности профессора и ректора. И вот это уже действительно было неожиданностью. Получается, что он и попечителем не стал, и от непосредственной работы в университете был отстранен. По факту нашего героя просто отодвинули в сторону, и вместо повышения он, по сути, получил увольнение. Это стало страшным ударом для 54-летнего Лобачевского, который связал свою жизнь с Казанским университетом, но теперь, неожиданно для всех, был лишен этой связи. Он был удален от преподавания, лишился влияния в университетском совете, а новый попечитель его мнение и в грош не ставил. Более того, он был лишен профессорского оклада и в новой должности помощника попечителя получал лишь 800 рублей в год вместо профессорских 2000. Понижение более чем в 2 раза. Вдобавок ко всему, ему предписали съехать из казенной университетской квартиры, из-за чего пришлось перебраться в дом, который они сдавали в аренду, и потерять еще и этот источник доходов. Ситуация из тяжелой быстро стала катастрофической, и в итоге Лобачевским было не на что даже платить проценты по залогу, так что банк вскоре выставил их имение в Слободке на продажу. Николай Иванович несколько раз направлял Молоствову прошение о прибавке к окладу, мол, я много лет служил и продолжаю честно отдавать себя университету. Сейчас я болен, дела расстроены, маленькие дети требуют достойного воспитания. На 800 рублей все это тянуть решительно невозможно. И неужели я не заслужил хотя бы небольшой прибавки к окладу? Попечитель честно направлял эти прошения министру, но каждый раз сверху поступал решительный отказ, мол, экономить надо. Хочется спросить, а какого черта вообще произошло?
Только что Лобачевский играл решающую роль в жизни университета, а теперь был просто выброшен на обочину как ненужный балласт. Слишком резкий поворот событий. Напрашивается мысль, что дело не обошлось без подковерных интриг. И действительно, есть мнение, что в определенный момент Лобачевский стал для начальства слишком неудобным. Нового попечителя, видите ли, не устраивал своенравный ректор, и он хотел поставить на эту должность кого-то позговорчивее. Просто так уволить Лобачевского было нельзя, в университете его уважали. А потому была придумана номинальная должность помощника, которая на бумаге звучала красиво, а по факту была пустышкой. На этом посту Николай Иванович, по сути, не играл никакой роли в жизни университета, и любые его предложения попечителю или совету профессоров оставались без внимания. Постепенно он все больше отдалялся от университетских дел, пока совсем не утратил с ними связь. И стоит ли удивляться, что новое руководство было этому только радо. Так постепенно и закончилась карьера одного из самых ярких деятелей Казанского университета. Человека, который посвятил 40 лет этому месту и за это время сделал больше, чем кто-либо другой. Сейчас в Казани имя Лобачевского вспоминают с глубочайшим уважением и почтением, но тогда он был по большей части брошен и забыт. Оставленный своими коллегами и учениками, находясь на грани банкротства, наш герой искал утешения в кругу семьи. Но именно с этой стороны судьба нанесла ему самый беспощадный удар последних лет его жизни. Старший сын Алексей был гордостью семьи. По внешности и способностям он во многом напоминал отца и давал большие надежды как студент. Однако у него была и другая сторона. Он слыл кутилой и часто попадал в дурные компании. Отец пытался отвадить сына от пьяных вечеринок и сомнительных знакомств, но не успел. В одной из этих компаний 19-летний Алексей подцепил легочный туберкулез, который свел его в могилу за считанные месяцы. Окружающие с ужасом наблюдали стремительное развитие болезни, а семья пробовала самые разные способы лечения, включая довольно экстравагантные методы, типа лечения чехотки кумысом. Но медицина середины XIX века была бессильна перед туберкулезом, и весной 1852 года Алексей умер прямо в стенах Казанского университета на глазах у своего младшего брата Николя. Матушка надеялась на кумыс и была уверена в выздоровлении брата, но скоротечная чехотка вступила в свои права. Однажды брат жутко закашлялся и умер на руках студента 5-го курса. Вытаскивая свернувшуюся кровь изо рта, он, отчаянно взглянув на меня, проговорил «умираю» и скончался. Матушка была беременна, и это ее так потрясло, что она родила сына совершенного идиота, который, впрочем, дожил до 30 лет. Это стало большой трагедией для всей семьи, и ни для кого это не прошло без последствий. Варвара Алексеевна, находившаяся тогда в положении, вскоре родила мальчика, которого назвали в честь Лёши. Одна жизнь оборвалась, другая обрела свое начало. Однако такие потрясения во время беременности привели к тому, что ребенок оказался очень болезненным, а вскоре у него выявились тяжелые умственные отклонения, из-за которых он почти не разговаривал всю свою 30-летнюю жизнь. В воспоминаниях молодого Николая, который я только что приводил, речь шла как раз о нем. Для отца Николая Ивановича, находившегося на 60-м году жизни, смерть старшего сына стала куда более страшным ударом, чем увольнение или близость банкротства. Да, он был строг и порой несправедлив к своему сыну, когда дело касалось учебы, но он его искренне любил и винил себя в этой ранней смерти. Винил за то, что не успел наставить его на путь истины. Лобачевский-старший так и не оправился от такой утраты, а это горе, можно сказать, стало переломным моментом в его жизни, ведь именно с него началось стремительное угасание жизни великого ученого.
Он быстро посидел, стал часто болеть и, что хуже всего, начал терять зрение. Он пытался это скрывать, но люди, хорошо его знавшие, отмечали, что некогда целеустремленный взгляд поблек и теперь всегда был направлен куда-то в пустоту перед собой. Уверенную походку сменила осторожная поступь с тростью, но чаще всего его сопровождала под руку Варвара Алексеевна, что нередко становилось предметом злорадства. В те редкие моменты, когда кто-то навещал его дома, он пытался на слух угадать гостя по походке, и если получалось, он задорно говорил: «Вот видите, разглядел же, а вы говорите: слепой, слепой». Однако со временем это стало невозможно прятать, и к 1954 году всем стало понятно, что Николай Иванович полностью утратил зрение. В то время он работал над своим последним сочинением под названием «Пангеометрия», и когда глаза окончательно отказали, Лобачевскому пришлось просить о помощи некогда своего ученика, а теперь профессора физики Иоганна Бальцани. Тот приходил домой к Николаю Ивановичу и под диктовку писал последние параграфы, хотя сам не осознавал ценности этого сочинения и за глаза называл эту посмертную работу великого геометра бредом сумасшедшего. До последнего дня своей жизни наш герой оставался непонятым и непринятым. К концу 1855 года здоровье Николая Ивановича совершенно расстроилось, так что ему ничего не оставалось, кроме как официально уволиться от своей символической должности. Ведь даже добраться до университета стало для него почти невыполнимой задачей. Из воспоминаний Николи мы видим, как быстро, бодрый, полный сил Лобачевский, который всегда держал себя прямо и лишь изредка опускал голову, превратился в слабого старика, утратившего всякую волю к жизни. Все это вместе взятое быстро свело его в могилу. Отец любил ходить у парадного крыльца, и как-то раз мы услыхали какой-то шум падающего тела. Я первый выбежал, а вслед за мной вбежала матушка, и мы увидели отца, лежавшего у окна и старавшегося подняться. «Дай руку», — сказал он мне. Я подал и довел его до диванной, где он лег и закурил трубку. «Что с тобою, Николай Иванович?» – спросила матушка. «Вероятно, опять спину прихватило». «Ах, матушка, спина спиною, да нет уж, верно дело идет к могиле. Умирать пора», – ответил отец, и к нашему горю такие падения стали повторяться все чаще. В таком разбитом состоянии наш главный герой подошел к последнему удару в своей жизни. Когда Николя слегка простудился, отец подумал, что это опять-таки чехотка, и отдал его на попечение врача, которому наказал вылечивать юнца с таким усердием, что очень скоро юному Николаю сделалось еще хуже от одного только лечения. Было ясно, что дело кончится плохо и без всякого туберкулеза, так что мать настояла прекратить такое насильственное лечение и отправить сына на службу в солдаты где-нибудь на югах. Не сразу, но Николай Иванович согласился, и это, можно сказать, спасло жизнь молодого Николе. Вот только для больного отца это стало еще одним ударом. Он понимал, что едва ли ему доведется еще хоть раз повидаться с сыном, и провожал его так, будто хоронит то ли его, то ли самого себя. Последнее время он часто спрашивал обо мне, нет ли писем от Николи. Но в то время корреспонденция была очень затруднительна, и матушке часто приходилось выдумывать письма. Раз как-то, что было дней за 20 до его смерти, он вдруг обратился к матушке. «Свези-ка меня, — говорит, — к дагеротипщику. Надо снять портрет». И отошли его Николе. Дагеротипия – это один из первых, если не самый первый способ получения фотографий, который получил довольно широкое распространение и был доступен в том числе и в Казани. На протяжении всего фильма я показывал вам рукописные портреты Николая Ивановича, которыми и он сам был не очень-то доволен, но под конец жизни его внешний облик был зафиксирован уже с помощью фотографий, и мы можем достоверно выяснить, как он выглядел. Вот таким был Николай Иванович Лобачевский в феврале 1856 года. 63-летний мужчина на закате своей жизни, слепой и несчастный, разорившийся и брошенный всеми.
Когда-то он руководил целым университетом, но теперь был лишь непонятым гением, забытым и никому не нужным. Через несколько недель, 24 февраля 1856 года, Николай Лобачевский умер в своей постели. В этот момент рядом с ним была Варвара Алексеевна, с которой он по-доброму попрощался, а потом закрыл глаза и уснул навсегда. В свидетельстве о смерти указано, что действующий статский советник и кавалер Николай Иванов, сын Лобачевский, умер от паралича легких и был похоронен через 2 дня на общем Казанском кладбище. Провожали математика узким кругом, лишь семья и несколько коллег и учеников. Среди них был профессор истории Николай Булич, который произнес торжественную прощальную речь. 51 год тому назад, в этот самый день, ученики Казанской гимназии со своим директором и учителями собрались торжественно для открытия университета, величайшего благодеяния нашему краю. В числе тех учеников был и тот, к чьему безмолвному гробу мы собрались теперь для печального прощания. К тем молодым людям, лучшим первенцам молодого университета, принадлежал и Николай Иванович Лобачевский, наш глубоко уважаемый начальник. Выросший для науки в стенах этого университета, он всю жизнь свою посвятил месту своего образования. Ни одно событие университета, ни один сколько-нибудь важный факт его истории не могут быть упомянуты без имени Лобачевского. Первое известное имя, принадлежавшее университету, его имя. И многим, очень многим университет обязан единственно ему. Почти полстолетия продолжалось его бескорыстное, неусыпное, честное служение общему благу – науке. Постоянно и строго служил он тому, что выбрал в молодости, и ни разу не уклонился в сторону. Возблагодарим же искренно в этот торжественный и печальный час последнего прощания. Возблагодарим его за эту жизнь, отданную науке, за эту жизнь, оставленную нам как лучший образец для подражания. Человек мысли не умирает, как не умирает и мысль сама. И благо тебе, что ты дал нам своей жизнью неумирающий урок. Мир праху твоему. Так закончился жизненный путь нашего главного героя. Тихо и бесславно. Вскоре имение в Слободке все-таки было продано, и Варвара Алексеевна вместе с дочерью перебралась в Петербург, где бедно жила на пенсию покойного мужа. У сына Николи, чьи воспоминания я приводил, судьба тоже сложилась непросто. Во время службы в армии он впутался в конфликт не с теми людьми, после чего его по лжесвидетельству обвинили в растрате и сослали в Сибирь, где он жил в бедности и много пьянствовал. О воображаемой геометрии соотечественники быстро забыли, и все, что напоминало о существовании Николая Ивановича Лобачевского, это его заслуги перед университетом. Если бы на этом история и закончилась, то, скорее всего, мы бы об этом сейчас не говорили. Вероятно, мы бы вообще не знали, кто такой Николай Лобачевский. Однако очень скоро все изменилось. Дело все в том, что за год до смерти Николая Ивановича умер Карл Гаусс, и несколько лет близкие ему люди занимались обнародованием наследия великого немца. В частности, в конце 50-х годов в нескольких томах были опубликованы собрания его частных писем, среди которых общественность обнаружила похвальные отзывы о работах Лобачевского. Недавно я имел случай вновь посмотреть работу Лобачевского, изданную на немецком языке на 4 небольших листах. Она содержит основы той геометрии, которая должна была бы иметь место и была бы строго последовательной, если бы Евклидова не была бы истинной. Некто Швейкарт назвал такую геометрию астральной. Лобачевский называет ее воображаемой.
Вы знаете, что я уже 54 года имею то же убеждение с некоторыми расширениями, на которых не хочу сейчас останавливаться. Таким образом, в сочинении Лобачевского я не нашел для себя ничего нового. Но в его развитии автор следует по иному пути, отличному от того, которым я шел сам. Это выполнено Лобачевским с мастерством, в чисто геометрическом духе. Я считаю себя обязанным обратить ваше внимание на эту книжку, которая, наверное, доставит вам совершенно исключительное удовольствие. Считаю обязанным обратить ваше внимание на эту книжку. Такая рекомендация из уст самого короля математики, прозвучавшая, можно сказать, с того света, была воспринята общественностью как некое завещание. И европейские ученые резко вспомнили о той короткой брошюре Лобачевского, изданной в Берлине в 1940 году. На этот раз к анализу материала подошли куда серьезнее, и, о чудо, оказывается, разгадка пятого постулата Евклида была у нас под носом, а мы ее не заметили. Спасибо большое, мистер Гаусс, что открыли нам глаза. Жаль, что так поздно. С этого момента математики со всех концов мира вцепились в работы Лобачевского и начали штудировать, что же там изложено. За несколько лет короткая брошюра Николая Ивановича была переведена с немецкого на итальянский, французский, английский языки, и каждый раз она сопровождалась тем самым письмом Гаусса, мол, батя рекомендует. В таких обстоятельствах отношение к неевклидовой геометрии резко изменилось с насмешливого на восхищенное, а Николай Иванович Лобачевский стал одним из самых уважаемых в Европе геометров. Правда, посмертно. Тут я, наверное, сразу оговорю, чтобы это не звучало, как будто бы я в чем-то обвиняю Карла Гаусса. Да, он не высказался в поддержку неевклидовой геометрии, и о ней заговорили лишь, когда была обнародована его личная переписка. Но разве это вина самого Гаусса? Есть мнение, что проблема здесь не в высокомерии именитого математика, а в излишнем доверии к авторитетам. Математики слишком уж полагались на мнение Гаусса, которому они присылали свои работы на всевышнее одобрение. И если так случалось, что великий гений ничего не отвечал, тут же сжигали свои работы. То же самое относится и к этой истории с публикацией писем. Вы смеялись над неевклидовой геометрией, но как только сам король математики высказался о ней положительно, все тут же заткнулись и с серьезными лицами начали в нее вникать. А без всемилостивейшего повеления никак, да? Проблема здесь больше с самим научным сообществом того времени. И если бы не те самые письма, то кто знает, может, о Лобачевском в итоге никто бы и не вспомнил. Но о нем вспомнили, причем не только в Европе, но и на родине. И в 1868 году, спустя 12 лет после смерти ученого, в московском журнале «Математический сборник» появилась первая положительная рецензия на воображаемую геометрию. Известно, что стремление разных авторов доказать так называемый Евклидов постулат породили целую литературу квазиматематических исследований, большая часть из которых оказалась несостоятельной. В настоящей статье мы бы хотели обратить внимание наших читателей на весьма замечательные, но малоизвестные труды по этому вопросу от нашего соотечественника, бывшего профессора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского. Математические исследования этого ученого начинают цениться в Западной Европе как в высшей степени оригинальная точка зрения. Судьба исследований профессора Лобачевского довольно поучительна для нас. Его первое сочинение появилось еще в 1829 году, но которое, по-видимому, привлекло мало внимания его соотечественников. И даже теперь, когда труды Лобачевского получили санкцию полного одобрения со стороны одного из величайших геометров нашего времени, Карла Гаусса, найдется немного геометров, которые знакомы с сущностью исследований казанского профессора. Далее идет опять же ссылка на письмо Гаусса, кратчайшее изложение сути воображаемой геометрии и сдержанная похвала в адрес талантов Лобачевского.
Вчерашние критики в один голос заговорили, что из тех сочинений, что Лобачевский писал на русском языке, все было сбивчиво и решительно непонятно. Много лишних рассуждений, сбивающих с толку. А для немцев вон короткую и ясную брошюру написал, из которой все кристально ясно. Еще бы сказали, что сам виноват, не мог сразу так изложить, желательно заранее снабдив это рекомендацией от Гаусса. Тем временем в родном Казанском университете вдруг обнаружилось, что уже какое-то время из Европы приходят запросы выслать им более подробное сочинение Лобачевского. Однако они хранились в университетской библиотеке лишь в нескольких экземплярах и представляли собой редкость, а потому отправке не подлежали. В итоге физико-математический факультет выступил с ходатайством об отдельной печати полного собрания сочинений Николая Ивановича, которым уже можно будет поделиться с иностранцами, но которое, однако, было издано только через 20 лет. В общем, стена была пробита, и началось стремительное распространение идей Лобачевского и их развитие в кругах математиков. Первым человеком, сделавшим следующий важный шаг и показавшим непротиворечивость воображаемой геометрии, стал молодой итальянский математик Эудженио Бельтрами. Именно он смог показать, что эту геометрию не нужно воображать, она прекрасно реализуется в реальности на поверхностях отрицательной кривизны. Вот смотрите, если мы берем Евклидову плоскость, то это поверхность нулевой кривизны. Сфера – это поверхность положительной кривизны. А если берем, например, гиперболическую поверхность седлообразной формы, то это поверхность как раз отрицательной кривизны. Причем они бывают довольно разными. Бельтрами назвал их псевдосферическими и установил, что на таких поверхностях в полной мере осуществляется геометрия Лобачевского. Эудженио Бельтрами, можно сказать, легализовал неевклидовую геометрию. Показал, что она имеет место в нашей действительности, и в итоге даже те люди, у которых до сих пор оставались сомнения, были вынуждены признать: Лобачевский был прав. Дальнейшим развитием этих идей занимались такие известнейшие математики, как Бернхард Риман, Анри Пуанкаре, Герман Минковский, Давид Гильберт и многие другие. Имена звучат знакомо, да? Мы уже говорили об этих прекрасных ученых в ролике про Эйнштейна, ведь уши неевклидовой геометрии торчат из каждого куста и в специальной, и в общей теории относительности. В итоге история расставила все на места, но насколько же злой получилась эта шутка судьбы. Лобачевского сейчас заслуженно чтут как настоящего гения и революционера в науке, но при жизни он не встретил буквально никакого понимания. Никто не встал на его сторону. И тут можно лишь восхититься стойкостью Николая Ивановича за то, что не отступился от своих взглядов, не сдался перед напором всего мирового сообщества. Его научный подвиг вызывает восхищение и гордость, но в то же самое время просто невозможно вспоминать эту историю без горького сожаления. На этом история Николая Ивановича Лобачевского заканчивается. И я надеюсь, вас она не оставила равнодушными. Меня уж точно. Когда мы выбирали эту тему, я даже представить себе не мог, насколько увлекательным получится это путешествие в историю науки. Мы даже побывали в Казани и своими глазами увидели места жизни нашего героя. Я надеюсь, вам это понравилось, и несколько месяцев моей очень напряженной работы не прошли даром. Если так и есть, то вы знаете, как можно меня поддержать. Поставьте палец вверх под роликом, напишите парочку поддерживающих комментариев и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Так этот рассказ увидит больше людей. Помимо этого, я надеюсь, вы заметили, что это очередной мой ролик, который целиком и полностью снят живьем, причем по большей части на натуре. В городе, на природе, по всяким опасным заброшкам. Мне нравится делать для вас классный визуал, и если вы хотите помочь этой работе делом, то обязательно подпишитесь на меня на Boosty или разово поддержите меня на Donation Alerts. В прошлый раз вы были так крутые и активны, что мне удалось снять этот рассказ о Лобачевском на качественно новом уровне, и, как всегда, с полной отдачей моих скромных сил. У меня нет продюсеров, нет команды, я сам пишу сценарий, сам кривляюсь перед камерой, снимаю пейзажи и монтирую все это тоже сам.
В первую очередь, потому что сам горю этим делом, но, признаюсь, это чертовски сложная работа, поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку. Ну и на этом на сегодня все. Не забывайте о важности седловидных гиперболоидов. Пока.